AI — это новое электричество. Тут работает AI-сотрудник. Обалдеть, я в будущем. Будущее здесь, просто оно неравномерно распределено. Ой-ой-ой. Нас 36 минут этот кусок железа будет вести. Самое удивительное, насколько быстро к этому привыкаешь. А в конце, возможно, лакшери, самоходный коммунизм. Ох. Мир меняется, и ты меняйся. И это делает нас с тобой живыми. Друзья, перед тем, как начнете смотреть, традиционное напоминание. YouTube в России заблокирован. И если у вас есть проблема с загрузкой видео, обязательно установите VPN. Например, Blank VPN. Ссылка на него в описании. Ну и чтобы это видео было заметнее для как можно большего количества людей, поставьте, пожалуйста, лайк и оставьте комментарий. Давайте обсудим, как вам выпуск. Спасибо и интересного просмотра. Андрей, мы очень давно хотели поговорить про искусственный интеллект, но хотелось это сделать с человеком, который может рассказывать про это доступно. Так, чтобы это было понятно вот любому человеку, даже тому, кто еще не пользуется какими-то несложными вещами типа чат GPT. А еще есть люди, которые не пользуются чатом GPT. Нам показалось, что нет лучшего кандидата на эту роль, чем ты. Я польщен. Поскольку ты просто умеешь про технологии рассказывать доступно, во-первых. А во-вторых, у тебя сейчас стартап на стыке медицины и искусственного интеллекта. Если совсем коротко, вы разрабатываете лекарства, вы пытаетесь разрабатывать лекарства с помощью искусственного интеллекта. Да. До сих пор не до конца верю, что это возможно, что это не шарлатанство, но очень хочется изучить. Кроме того, в этом году 5 лет с того момента, как мы опубликовали выпуск про Кремниевую долину, и ты там один из главных героев. Очень хотелось поговорить меньшим блоком, чем про искусственный интеллект, но тем не менее про то, как изменился мир IT-предпринимательства с тех пор. А очевидно, он изменился очень сильно. Изменилось немножко, да? Поэтому сегодня проводим с тобой этот день и общаемся про искусственный интеллект и про IT-бизнес вместе с этим искусственным интеллектом. Супер, все, что я люблю. От меня будет много стыдных вопросов. Будь готов. Отлично. О, здорово, братишка. Я нажимаю Start Ride. Vehicle approaching. Ой-ой-ой. Heading to West Bluff Picnic Area. Happy Friday. Happy Friday. Знаешь, самое удивительное, насколько быстро к этому привыкаешь. Так, смотрите, у меня первая в жизни поездка на беспилотнике. Вот тут никого нет. 36 минут нам ехать. Нам 36 минут ехать. Нас 36 минут этот кусок железа будет вести. Еп. И это просто так. Андрей, рассказывай, у тебя когда это было впервые? Когда у тебя был первый раз? Первый раз у меня случилось еще в Гугле, я там раньше работал, и мы тестировали эти беспилотники давным-давно, и на тестовых прототипах я поездил, наверное, лет 10 назад. Но вот так в боевом режиме в городе это совершенно другое ощущение, когда ты правда знаешь, что нет никакого инженера, который там чем-то подуправляет, то есть она полностью, правда, автономно едет, доверяешь ей свою жизнь. Это случилось не так давно, наверное, 1,5 года назад, когда они запустили только в городе. А на хайвее она просто перекресток пересекает, и я просто очень необычно. А на хайвее она выезжает? Сейчас уже начинают выезжать. Город постепенно дает им пермиты на то, чтобы расширяться. То есть они, конечно, прекрасно умеют ездить по хайвеям, но вот технически у них еще лицензии нет, чтобы за пределами города оперировать. Все, что происходит там, управление без пилота, это же благодаря AI. Да, безусловно. Это прям... Waymo — это embodied AI, то есть это AI в теле. То есть на самом деле это самый настоящий AI-робот, который вот живет на улицах нашего города. Я правильно понимаю, что Tesla может ездить так же, как Waymo? Я бы так не сказал, но обещание Илона Маска в том, что сможет. Он продолжает убеждать всех, что камеры достаточно для того, чтобы создать полностью безопасный самоходный автомобиль. Но пока ты просто можешь сесть и часть пути проехать так. Ты можешь проехать весь путь, ты должен продолжать сидеть за рулем, но вот сейчас уже в Остине, буквально неделю назад, появились первые полностью автоматические роботакси на базе обычных Тесел, которые без лайдаров, без этих всех дополнительных сенсоров
только видеокамерами вроде как полностью беспилотно управляет. Они уже попали в какие-то аварии. То есть большая скептика в индустрии, что этого достаточно, но поинт Илона Маска в том, что если человек с двумя глазами может управлять машиной, то и AI должен уметь. Что, в общем-то, правда, но это менее безопасно, чем 360 картина, построенная лайдарами. А почему визуально Waymo так отличается от Теслы? То есть Waymo весь там облеплен какими-то... Это лайдары, это лазерные радары. Да, а Тесла, она вот остается Теслой. Ну вот именно поэтому, что Илон Маск принципиально хочет избежать всех дорогостоящих и некрасивых дополнительных устройств, хочет убедить всех, что он сможет с минимальным количеством сенсоров добиться такой же безопасности. Ну, то есть это не только экономическое, но и эстетическое. Это эстетическое, и мне кажется, это такой немножко пацанский... Маркетинг. Ну, типа, не, он просто реально зарубился со всей индустрией в свое время, сказал, нет, может, нет, мы сможем, и делает так. Но это экономически имеет огромный смысл, сильно дешевле. Виза Digital Nomad в первую очередь ассоциируется с переездом в Европу. Но в ближайшие пару минут про страну, которая не в Евросоюзе, но также активно привлекает цифровых кочевников, стартаперов и IT-компаний, и которая может подойти вам, если вы хотите развиваться на стыке рынков СНГ, Европы и Азии. Я говорю про Казахстан. В последние годы в Казахстан переехали тысячи IT-специалистов и тех, кто работает удаленно. Это мост между Европой, Азией и СНГ, открывающий доступ к ключевым рынкам. Алматы и Астана вошли в топ-50 мировых городов для цифровых кочевников по версии Nomad List, а Астана Хаб стал главным IT-кластером Центральной Азии. В ближайших планах открытие Международного центра искусственного интеллекта. Сейчас в Казахстане действуют две программы от Астана Хаб для цифровых кочевников: Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency. Первая программа дает возможность получить визу на год с возможностью продления и дает доступ к нулевым налогам, коворкингам, акселераторам и венчурному финансированию. Вторая программа — это те же самые преимущества и ВНЖ Казахстана на срок до 3 лет. Оформление документов по обеим программам максимально простое. Все можно сделать онлайн и без бюрократии. А после получения документов и переезда в Астана Хаб помогает погрузиться в местное комьюнити IT-специалистов, стартаперов и цифровых предпринимателей. Внутри сообщества регулярно организуются мероприятия и совместные проекты, так что адаптация проходит максимально быстро и содержательно. Ну а если вы не одиночный разработчик, а уже IT-компания, то вы тоже можете стать резидентом Астана Хаб, и для вас также предусмотрены налоговые и визовые льготы, помощь в релокации, коворкинги, акселераторы, нетворкинг, гранты и инвесторы. А еще вас ждет Alem Ventures Fund, фонд фондов Астана Хаб с целевым объемом до $1 миллиарда. Он инвестирует в локальные и международные венчурные фонды, дает доступ к глобальной инфраструктуре, топ-акселераторам, технологиям и экспертизе. И все это из Казахстана, откуда реально и удобно выходить на глобальный рынок и работать с СНГ, Европой и Азией. И еще раз на всякий случай проговорю про нулевые налоги. Вы вообще не платите никаких налогов. Узнать больше деталей про Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency и стать участником Астана Хаб можно по ссылке в описании. Алга! Ты говорил, что первые, кто сюда пересели, это женщины и подростки. Ну, вообще тинейджеры в первую очередь пересели, да. Не, я просто думал женщины, потому что это безопасность с точки зрения... Ну да, то есть это просто на самом деле классная иллюстрация того, как происходит адопция технологий новых. Я бывший сотрудник Гугла, такой весь из себя технократ, получил инвайт в аккаунт Waymo позже, чем моя тогда еще 16-летняя дочка. Да. То есть я выяснил в какой-то момент, что каким-то образом все одноклассницы моей дочери уже имеют доступ к Waymo. И уже все на нем ездят постоянно. И да, как ты правильно заметил, в первую очередь, потому что у них нет концепции опасности от роботов. То есть они как бы по дефолту доверяют, что, конечно, это работает, естественно, это AI, естественно, он работает. Но у них есть ощущение опасности от взрослых дядек-водителей, например, да. И, соответственно, для подростков... От шансона в этом, Для подростков в Сан-Франциско, Waymo стал просто потрясающим инструментом, потому что, я когда спросил Машу, а вот почему, собственно, вы все пользуетесь, они говорят: пап, ты подумай, ты возвращаешься с вечеринки, допустим, темно ночью, ты там, может быть, даже выпил, и ты садишься в машину непонятно кому. А тут приезжает тебе прекрасный робот. Все, у тебя безопасно, спокойно.
Смотри, если бы мы не пристегнулись, что происходило бы? Ну, она начинает ругаться. То есть здесь, на самом деле, в салоне камеры, они постоянно снимают безопасность. И в случае, если ты начинаешь что-то нарушать или здесь происходит что-то странное, то человек-оператор вклинивается. А буквально большой брат следит за мной. Но они не следят ongoing, да, то есть они вот по ходу обещают, что они ничего не записывают. Но когда они начинают записывать, вот там вот лампочка становится. Слушай, а здесь же еще можно это все использовать тем, что, ну, когда просто страсть брызжет, и ты едешь там с любимым человеком, то можно же просто никому не стесняться. Передвижной лав-отель, да. Я слышал, что это большой use case для подростков. Серьезно? То есть здесь как бы буквально в этом смысле... Люди да, как кругами по городу гоняют, слушают музыку, и здесь отжигают. как сказали бы в программе ревизора, биологические следы! Но, в общем-то, это как бы удивительно, как люди мгновенно любые новые куски технологии начинают использовать в первую очередь для каких-то самых базовых своих потребностей. Есть и заниматься любовью. Абсолютно. Но это, кстати, меня, знаешь, вот это оставляет... Я, кстати, не из тех, кто сильно фрустрирует из-за того, что... И я там практически не фрустрирую из-за того, что приходит новая жизнь AI, с AI. Но вот то, что оставляет во мне оптимизм, это как раз то, что вот эти базовые потребности, они реально остаются базовыми. Поесть вкусно, любить кого-то, там, во всех проявлениях каких-то конкретно тебе хочется. Это же все равно остается, какой бы виток технического прогресса наша жизнь не получала. Но мы по-прежнему голые обезьяны, и это что-то, что у нас никто не отнимет. То есть есть разговоры сейчас, ну, как бы если уже погружаться в философию AI, то самые умные люди сейчас говорят о том, что почему, собственно, все время размышляете, как это люди против AI, два как бы конца спектра. На самом деле у нас впереди сейчас огромное количество промежуточных всяких стейтов, то есть смесей человека и машины в разных совершенно категориях. Brain-to-computer interface, который подключает тебе нейронку к мозгу, позволяет тебе все помнить и мгновенно получать ответы на вопросы сразу же в голове в своей. Да? Вот кто ты после этого, человек или AI. То есть нас ждет какое-то количество очень интересных ну, типа гибридов человека и машины. И мы уже начинаем это видеть. Да? То есть вот, последняя презентация Neuralink показывает о том, что мы можем начать подключать части роботов людям, у которых есть какие-то disabilities, какие-то проблемы, и мы можем вернуть им там зрение или речь, или ходить, способность ходить. А у Neuralink — это чипы Маска? Да, которые подключают, которые создают интерфейс между компьютером и твоим мозгом напрямую. Есть ли какие-то результаты уже там? Да. Ну а какие, как это работает? Ну вот как пример, в презентации на прошлой неделе Neuralink показал десятки людей, которые сейчас проходят клинические испытания, полностью парализованные, которые там шпилят теперь в контру на уровне профессиональных игроков. С полной потерей моторных функций рук, у них ничего нету, но они в голове в своем представляют, как они нажимают кнопки джойстика несуществующими своими и он мышцами. нажимает. И компьютер абсолютно идеально понимает, настолько хорошо понимает, что они компетитив, то есть они могут играть на уровне соревновательном в очень сложные игры. Ну, звучит грандиозно. Но вот то есть в буквальном смысле они не восстановили двигательную функцию, но их мозг, он позволяет им жить жизнь. Да. Совершенно верно. Ты понимаешь, что то, что они сейчас играют в игрушки или там через компьютер общаются уже полноценно, это самый первый мизерный шаг. Следующие шаги, по мере того, как сейчас индустрия роботикс развивается, и мы строим там гуманоидных этих роботов, мы в первую очередь думаем, что эти роботы, они автономные, которые там будут нам кофе подносить, это, конечно, тоже хорошо. Но для огромного количества людей, которые потеряли, скажем, конечности или потеряли двигательные функции моторные, эта же технология, это надежда на то, что они обретут новые куски тела или новое тело даже, которое будет носить их по миру и давать им возможность жить полноценную жизнь. И это основное сейчас обещание Neuralink. Но для всех, для нас в целом, это просто приоткрывает окошечко в будущее, где будут киборги. Робокоп экранизирует. Абсолютно. Жизнь экранизирует Робокоп. Абсолютно. Мы живем в будущем. Оно просто еще неравномерно распределено. Но будущее уже здесь.
Расскажи коротко, как изменилась твоя жизнь после того, как вышел тот выпуск? Ну, для начала случился ковид. Мы снимали выпуск до того, как началась пандемия, еще мы даже таких слов не знали. А потом вдруг неожиданно весь мир перевернулся с ног на голову, и для меня в том числе. Одновременно с этим я завершил свой последний проект в Гугле, Stadia. Мы его запустили прямо за месяц до локдауна. Дальше все, конечно, пошло совершенно не так. Он не полетел. Он не полетел, ну и в целом вообще всей команде было очень тяжело. Вообще, как бы первые полгода пандемии, которые соединились одновременно с огромным запуском, который планировался 2 года, потом все, естественно, пошло совершенно не так. Ну, это было тяжелое достаточно время для команды. Но так или иначе мы доделали, запустили и через некоторое время закрыли. Ну и, соответственно, для меня это был последний проект в Гугле. Я ушел из Гугла после 14 лет работы там. И для меня лично это был очень большой, психологически важный рубеж. Я к нему долго готовился до этого. Он мне стоил много денег, и вообще говоря, ну, типа, это был большой прыжок веры. Но я просто знал, что в какой-то момент невозможно всю жизнь оставаться частью чего-то такого большого и не быть самим по себе. Ну и, собственно, после этого я какое-то время исследовал жизнь, вообще, чего еще есть интересного. Пел, получил сертификат учителя йоги, серфил, там, делал всякие вещи. А потом началась война, и мне совершенно стало невыносимо жить, кайфовать. Я понял, что я могу делать то, что могу, а могу я делать компании, продукты. И стартанул компанию. И с тех пор я CEO компании Optic. Сначала вы делали компанию, которая должна была бороться с цифровыми подделками. То есть вы должны были отличать, что подделка, что нет в NFT. Ну, в том числе в NFT. NFT — это те, кто нам платили больше всех денег. Потом она стала делать, в том числе, отличать настоящий контент от AI. Верно? AIONOT.com, да. Да. Но теперь это сейчас основная ее деятельность. А потом вы ушли в компанию, которая делает с помощью AI, пытается делать лекарства, и как конечная цель лекарства от рака. Да, совершенно верно. То есть мы начали, когда я решил стартануть компанию, я знал, что я хочу компанию в сфере в сфере искусственного интеллекта. Ну, я пришел из Гугла, я знал как бы приблизительно, что грядет. До того, как появился чат GPT, об этом узнали все на свете. Поэтому я знал, что надо агрегировать классных AI-щиков, пока это еще вообще возможно, поднять инвестиции и начать решать какую-нибудь проблему, которая мне близка, какую-то сферу, где есть много данных, много денег и мало AI-щиков. Ну и, собственно, первая проблема, которую мы решились тогда решать, была проблема цифровых подделок, ну или вообще аутентичности цифровой информации. Это напрямую откликалось с моим опытом в YouTube. Я как бы много рефлексировал в своей жизни, что YouTube стал такой отчасти рупором пропаганды, и всяческого вранья и конспирологических теорий, там, в том числе и про COVID, и про политику в разных странах мира и так далее. И мне казалось, что очень важно придумать какие-то инструменты, которые позволят бороться с манипуляцией информации. Потому что люди, очевидно, не способны сами критически оценивать. Система технологий, в том числе, которую я построил в YouTube, слишком сильна, чтобы толкать любые нарративы доверчивым людям. И, соответственно, мне показалось, что хорошая миссия будет борьба с цифровыми подделками. Что, в принципе, любое вранье, как бы его каким-то образом можно, по идее, при помощи нейронок вычислять. Факт-чекингом можно вычислять поддельное цифровое искусство, можно вычислять вещи, которые сгенерены AI или которые редактированы AI. Ну и, собственно, вот с этого началась компания Optic. Это был первый наш тезис. Мы очень быстро выяснили, что за правду немногие готовы платить. То есть все хотят, чтобы было меньше обмана, но платить за это готовы очень немногие. Ну и первый рынок, на самом деле, коммерческий продукт, который у нас получился вот на базе этой технологии, было цифровое искусство, то, что в тот момент называлось NFT. И вот самые большие магазины NFT-продукции нам платили за то, что мы находили подделки. То есть искусство, которое не является, на самом деле, оригинальным, но выглядит как оригинальное. И мы при помощи AI его вычисляли там, на масштабе миллионы цифровых работ. Но, конечно, то есть это был первый такой коммерческий результат, а потом постепенно нашими клиентами стали большие компании, включая в какой-то момент и Мету, и TikTok, и Sony, то есть как бы значительные бренды, которые для разных целей, банки многие, которые для разных целей должны выявлять какие-то поддельные цифровые вещи. Например, когда ты паспорт загружаешь в банк,
который сгенерирован при помощи AI. Банку очень хочется знать, что паспорт не настоящий. Рынок недвижимости на Бали продолжает расти, а самые интересные проекты разбирают еще на стадии строительства. Но чтобы жилье работало как актив, важно выбрать надежного застройщика и найти правильный объект для инвестиций. Break Property — международный девелопер на Бали, который работает на острове с 2016 года. В портфеле 17 проектов, 12 уже сданы. В 2024 году лучший девелопер по версии Exquisite. А теперь про самые интересные проекты. Комплекс Elysium находится в Чингу, очень популярном районе и для туристов, и для местных. В Elysium запустились продажи новой линейки апартаментов с бассейнами в шаговой доступности от океана. Внутри светлые планировки, крафтовая мебель и технологии умного дома. На территории парки, рестораны, коворкинги, фитнес, спа, йога и прогулочная дорожка у реки. Стартовая цена апартаментов с видами на горы и океан от $99 тысяч. На апартаменты с приватным бассейном от $127 тысяч. Можно взять рассрочку до 30 месяцев без переплат, первый взнос 15%. Оплата в любой валюте. И для регистрации сделки даже не обязательно прилетать на Бали. Текущий ориентир по доходности от аренды апартаментов на основании статистики за прошлый год около 14% годовых. Виллы могут приносить еще больше. Гарантия на постройки до 20 лет. В договор входит страхование от Цюрих на этапе строительства и после сдачи. Второй проект — Эдем 2 в Нуса Дуа. Это один из самых престижных и спокойных районов острова, а вторая очередь строится после быстрого солдаута первой. Белоснежная архитектура в греческом стиле, приватные бассейны, зеленые сады, руфтопы, виды на океан и закаты. До топовых пляжей Бали 5 минут. Рядом гольф-клуб мирового уровня и 5-звездочные ресорты. Стоимость кондо-вилл от $90 тысяч, просторных вилл от $170 тысяч. Первый взнос 15%, рассрочка до 2,5 лет. Каждый юнит сдается под ключ с дизайнерской отделкой и меблировкой, а управляющая компания Break берет на себя аренду, сервис и отчетность. Ожидаемая доходность на Эдем 2 — 12-16% годовых в валюте. Потенциал роста цены на этапе стройки до 35%. По этому промокоду вы получите 6 месяцев бесплатного управления от Break. Это позволит сэкономить 18% комиссии и получать максимальный доход с первых месяцев. Переходим по этому QR-коду или по ссылке в описании и оставляем заявку, чтобы получить каталоги и консультацию от персонального менеджера Break Property. Он поможет выбрать планировку, зафиксировать цену и зарезервировать лот. Вперед! Вперед! Ты рассказывал у Лизы Осетинской подробно про тот момент, когда ты уходил из Гугла, и ты сказал, что у тебя был самый дорогой имейл в своей жизни. Ну да. А расскажи коротко, что именно и насколько дорогой? Большую часть денег, которые я заработал в Гугле, я заработал, конечно, не на зарплате, а на том, что у меня была доля в компании, у меня были акции этой компании. Но когда ты на каком-то значимом, ну, на самом деле, практически на любой должности, в которой у тебя есть доля в такой компании, ты не получаешь ее всю целиком, то есть она у тебя есть, но она разлочивается кусочками, это называется вестинг. За выслугу лет. Но ты просто должен оставаться, это способ удерживать людей в компании. Ты должен оставаться в компании, чтобы регулярно получать возможность продать кусок своих акций. Но по договору, если ты уходишь из компании, то все, что ты не забрал за это время, оно остается и исчезает. Как бы ты просто оставляешь это на столе. Это, соответственно, мотивирует людей оставаться в компаниях и продолжать работать достаточно долго. Ну, и когда я сказал, что e-mail о том, что я все-таки правда ухожу, был самым дорогим e-mail в моей жизни, я имел в виду, что это был момент, когда я формально отказался от всех акций, которые мне принадлежали на тот момент. А на тот момент мне уже принадлежало $6 миллионов, которые остались на столе, ну и еще порядка 4, которые я должен был получить в течение ближайшего времени. То есть ты отказался от 10? Да. Соответственно, вот e-mail мне обошелся, один e-mail $10 миллионов. Ага. А сколько себе лет нужно было остаться, чтобы все 10 забрать? Чтобы все 10 забрать, еще бы 4 года, а чтобы 6 эти забрать, то 2,5. Да, но ты понимаешь, это вечная гонка. То есть вот в этом это то, как работает эта индустрия, то есть это никогда не заканчивается. Потом ты получаешь еще какие-то гранты, и там тебе еще чего-то есть, что терять. Для понимания контекста, а когда ты писал этот имейл, в котором ты отказывался от 10 миллионов, у тебя на счетах было столько же? Да.
Ну, это важный контекст. Чтобы Ну, понимать. да, окей. То есть я не отказался от всех своих денег. Да, понятно, что я заработал за свою жизнь какое-то количество денег. Я долго провел в этой компании. Ну, вот. Но, тем не менее, просто надо понимать, что стоимость таких жизненных решений, которые ты там перепридумываешь себя и решаешь, что ты хочешь как-то жить иначе, она очень часто значительная. Да, это не что-то, что дается тебе бесплатно. Я записал видос в наш семейный чатик, где жена и дети. Малыши, смотрите, что происходит. Мы едем на беспилотном такси. Оно едет по дороге. Это настоящая дорога, это не голограмма. Здесь нет водителя. Жена ответила: напиши, когда едешь. Понятно, что это... Что... Не доверяю, да? Нет, это как бы шутка, но в ней доля шутки. Вот. Алюня напишу обязательно, когда доеду. Слушай, а что по цене? Это вот эта поездка в 36 минут, сколько она будет стоить? $30. А Uber сколько бы стоил? Зависит от времени дня, но, наверное, на $5 дешевле. Думаешь? Думаю, да. 36 минут за $25 в Сан-Франциско? Скорее всего, будет Что-то чуть-чуть немного. подешевле. А. Но зависит. То есть они изначально были, Waymo были дороже, чем Uber. Но это же очевидно, что они будут дешевле сильно, чем люди. Важнейший вопрос. А куда денутся все... Ну, просто таксист, это водитель. Это одна из самых распространенных профессий в мире. Да. Куда денутся люди, которые эту работу делают? У меня нету прямого ответа на этот вопрос, но у меня есть исторический ответ в целом, что происходит с такими внедрениями технологий. То есть куда делись все кузнецы и водители. Было ли кузнецов кляч. столько же, сколько... Пропорционально. Было ли извозчиков столько же, сколько... Пропорционально количеству людей, которые жили тогда, да. И каждый раз мы создаем новые работы, которые в тот момент до автоматизации были немыслимы. Ну, там, если бы ты попытался кузнецам с извозчиками объяснить, что теперь, значит, люди делают карьеру гейм-дизайнерами, или YouTube-селебрити, да, что их full-time работа заключается в том, чтобы снимать видосы о том, какую еду они, скажем, едят, и они на этом зарабатывают миллионы долларов. Но люди посмотрели на это там и сказали бы, да не может быть, понимаешь. Но каждый раз, освобождая большую часть работоспособного креативного населения для каких-то новых предприятий, мы почему-то получаем новые сектора экономики. И это тренд, который случался и случается тысячелетиями, даже не веками, а тысячелетиями. Поэтому тут ответа прямого на вопрос, куда все денутся, у меня нету. Но я знаю, что по мере того, как у людей освобождается время, они начинают его занимать чем-то еще. Дай бог. У кого-то, кто заходил в твой Инстаграм после выпуска про Кремниевую долину, могло сложиться впечатление, что они попали на страницу там, либо коуча, либо инфобизнесмена. Хотел бы я какой-нибудь бизнес на этом сделать, но нет, я никогда никакой копейки не заработал на своей социальной активности. Приходила ли такая реакция тебе, и как ты сам себя ощущал в этом? Ну, мне в этом очень просто, потому что я знаю where I stand, я знаю, где я, да, то есть я получил некомфортное количество известности среди русскоязычных людей после фильма, который ты снял. Я этого не просил, как ты знаешь, мне это было не нужно, я это никогда никак не монетизировал. Для меня это было какое-то социальное, миссионерское значение. Мне казалось, что я распространяю важные месседжи, которые помогут многим людям. Что оказалось правдой. Я получил очень много, сотни людей ко мне приходили и говорили, что там мои слова или какая-то информация, которой я делился, их вдохновила. Поэтому вряд ли у меня когда-то были какие-то сомнения на тему того, инфобизнесмен я или нет. Нет, я бизнес на инфо не сделал. Но я чувствовал ответственность, что если такое огромное количество людей вдруг почему-то стали уделять мне внимание, то уж надо ответственно отнестись к этому ресурсу и какую-то хорошую информацию распространять. Поэтому я максимально честно и открыто очень долго делился всем, что знаю, и чем могу помочь людям, как-то вел их в том же направлении, о котором я говорил в фильме. Направление самостоятельности, самостоятельного взятия контроля над своей жизнью и постановки собственных целей. И, собственно, тот месседж, что ты можешь, просто начинай, делай. Я начал нон-профит вокруг этой идеи под названием «Место», который объединил русскоязычных деятельных людей. И это тоже был интересный опыт. Я никогда до этого нон-профитов не делал, но это была просто попытка агрегировать
всех людей, которые почему-то шли ко мне, я говорил: ребят, ну вы должны идти друг к другу и вместе что-то создавать. Создавать, делиться, помогать. И в этом был месседж вот этого сообщества, которое до сих пор, кстати, существует. Вот. Но в конечном счете со временем эта волна спала, и я успокоился, и стало опять более-менее комфортно, и я занимаюсь своим делом. А ты в какой-то момент стал петь? Да. И я, честно говоря, думал, когда это увидел со стороны, я вот, выражусь дипломатично, совсем удивился. Но ты объяснил, что в этом была какая-то хитрая задумка. Ну, это даже не хитрая задумка. У меня была очень хорошая причина. Я пытался после всего этого фильма «Кремниевая долина» донести до людей одну простую истину, которую, как мне казалось, в образовании постсоветском очень часто в школе людям не доносят. Которая заключается в том, что не то, что ты родился талантливым, неталантливым, вот этот человек может стать космонавтом, а этот не может. Или этот может стать предпринимателем, а ты, значит, сиди. Мне кажется, это очень вредный месседж. И мой месседж заключался в обратном, что типа ты можешь, талант сильно переоценен. Талант — это метрика, которая определяет, насколько быстро ты научишься чему-то. Но успех — это количество попыток, умноженных на вероятность попыток в каждый раз. На вероятность успеха каждый раз. И вероятность успеха, да, она определяется отчасти талантом, который определяет, насколько подготовлен ты к попытке. Но, в принципе, количество попыток — это что-то, что ты контролируешь сам, поэтому если ты будешь просто очень долго продолжать что-то пытаться, то у тебя есть шансы добиться успеха. Мне кажется, это очень важный месседж, это growth mindset message, который означает, что ты можешь вырасти в версию себя, которую себе представляешь. Ты не рождаешься в версии себя, которой ты хочешь стать, ты в нее вырастаешь. Чтобы в нее вырасти, надо продолжать идти и стараться. И я очень много повторял эти слова в разных вариациях, в интервью, в своих постах, на примерах. Но, к сожалению, после твоего фильма люди в какой-то момент перестали мне верить. Причем по самому ужасному сценарию они стали говорить: не, ну ты же Дороничев, ты же у Дудя был. Ну, конечно, у тебя получится, а я-то кто? И вот этот аргумент, против которого вообще ничего не скажешь. Ну, я, правда, Дороничев, и правда был у Дудя. А почему это означает, что у тебя не получится, я не знаю, но убедить я тебя никак не смогу, если ты так считаешь. И в какой-то момент я спорил с людьми в комментариях, и я писал разные варианты. Можно посмотреть много вариантов моих постов на эту тему, где я писал: я нашел формулу успеха. Это количество попыток умножить на вероятность попытки. Но в конечном итоге я психанул и сказал: окей, хорошо, вы меня убеждаете, что без таланта нельзя ничего, вы не можете ничего, потому что вы не талантливый программист. Ну окей, у меня тоже есть вещи, в которых у меня нет вообще никакого таланта. Например, я абсолютно не умею петь. И у меня нету слуха, я вообще музыкально не развит человек. И я просто буду показывать публично, как это происходит. И я прям публично сел и записал видео, где я пою вообще не в ноты, совершенно непонятно. То есть я не специально старался, я старался как мог, но вот как получилось, да. Ой, хочу чаю, чаю кипяченого. И это было абсолютно чудовищно, по признанию большого количества людей, которые написали об этом публично в комментариях. И дальше сказал: отлично, вот это то, как выглядит первая версия. Любого продукта, любого вашей попытки, вашей шаурмы, которую вы решили открыть в палатке, она, скорее всего, выглядит вот так для ваших клиентов. А теперь, когда вы получили кучу негативного фидбэка, вы можете выбрать какой-нибудь один из них и начать это улучшать. И дальше я нанял себе преподавателя и стал учиться и показывать, как я прогрессирую раз за разом, пока я не стал снимать клипы, записывать треки, и в какой-то момент не стал получать консистентный хороший фидбэк на свое пение. И вот я лечу по пустой дороге. Я несусь как можно дальше, лишь бы вперед. В Инстаграме. Я никогда не стану Адель или Бейонсе, но я и не обещал, что каждый станет Бейонсе. Я просто сказал, что каждый хочет создать свой бизнес или научиться программировать, или просто стать той версией себя, которую он себе представляет. Но путь туда лежит через огромное количество хейта, фрустрации, неприятных этих ощущений, которые я на своем примере показывал. Мне кажется, удалось, на самом деле. Люди, которые досмотрели 2 года этого реалити-шоу, многие мне писали и пишут до сих пор, что я понял все. Я смеялся, я не понимал, зачем ты это делаешь, и под конец я такие: да, все, я понял,
И ты меня убедил. Хорошо, что я услышал это объяснение. Ну, я услышал в первый раз у Лизы, потому что, когда мне подсовывал Инстаграм твои посты, и я в какой-то момент думал, блин, Андрюха сошел с ума. Да-да. Вот. Что-то Да, и написать неловко ему вот, по этому поводу, что я буду лезть. Вот. Да. И как-то и относиться по-прежнему тяжело. Но ты понимаешь, это то, как люди реагировали, когда я начал свой первый бизнес. Вот мне там папа крутил виска и говорил, у тебя была хорошая работа, а теперь ты будешь что, картинки для телефонов продавать? Серьезно? Это то, что ты хочешь со своей жизнью? Это вот сейчас это твоя работа, да? То есть мне это говорили огромное количество людей, смеялись, считали меня сумасшедшим. Это то, как люди реагируют, когда ты пытаешься перепридумать себя. Но знаешь что, Юр? Мир меняется, и тебе надо меняться. И люди, которые не перепридумывают себя и остаются в зоне, где им комфортно, потому что они к этому привыкли, они могут оказаться однажды на тающей льдине, что мы сейчас все наблюдаем. Как говорят у нас тут, change by design or change by disaster. Изменись, потому что ты так решил, или жизнь тебя заставит. И вот этот навык, способность перейти в территорию кринжа и не бояться там, отказаться от своих лавров, от того, за что тебя считают крутым, и вдруг оказаться смешным, дурацким, это то, что отличает, на самом деле, самых сейчас интересных, сильных людей, хороших или плохих ли, да, но там, если вы посмотрите на количество кринжатины, которые там себе позволяет, не знаю, Илон Маск, ну, это дофига, он не боится этого. Я призываю всех не бояться быть смешным. Хороший ли это пример? Илон Маск это делает, желая перепридумать себя, или потому что у него сложно, скажем так, мы не можем утверждать ничего, сложный период в жизни? Я думаю, что Илон Маск слишком сложный персонаж, чтобы его здесь привлекать как пример того, почему он это делает. Но тот факт, что он часто оказывается смешным или кринжовым, на мой взгляд, достаточно очевиден. Да? И при этом он живет, перешагивает через это и продолжает. Я думаю, что многие слишком люди, которые не являются даже близко настолько видимыми, как многие публичные персоны, которые бесстрашно кринжуют, боятся кринжевать. А путь ко всему новому, как правило, лежит через кринж. Мы проезжали, и мужик в неположенном месте перебегал дорогу. И она притормозила. Притормозила. Мужиком все в порядке. Хоть Если он и бы он этого нарушил. не делал, этот сервис долго бы не прожил. А был же другой, которого отозвали лицензию. Да, Cruise. Ну вот это как бы очень интересная проблема в целом про AI, потому что, помнишь, мы обсуждали, что нейронки учатся на примерах. Да. И, в принципе, есть два способа учиться, для человека тоже. Есть первый способ учиться по имитации, когда тебе папа, мама показывают что-то, и ты делаешь так же. Второй способ — это учиться на ошибках. Когда ты сам пытаешься, у тебя что-то не получается, ты ошибаешься, пытаешься опять и опять и опять. Вот в нейронках то же самое. Есть два способа: imitation learning и есть reinforcement learning. Imitation learning — это когда ты даешь примеры, и машина повторяет за тобой. Reinforcement learning — это когда она пробует много-много-много всяких вариантов, и плохие варианты постепенно учатся избегать, а хорошие повторять. Прикол Waymo в том, что понятно, что он на imitation learning многому научился. То есть человеческие водители изначально годами и десятилетиями водили миллионы миль, а камеры Waymo и все сенсоры Waymo записывали, что происходит в разных ситуациях, и постепенно от этого учились. Но есть огромное количество ситуаций, в которые ты просто никогда не попадал. Странных ситуаций, которые, может быть, случаются вообще единожды в истории человечества, когда там какая-нибудь набор каких-то эффектов совпали, велосипедист выбежал сюда, сверху упал метеорит, одновременно кошка прыгнула тебе на камеру. Что делать в этой ситуации? Как такие ситуации симулировать? И это то, где обучать нейронки выгодно в симуляции. То есть Waymo, вдобавок к тому, что она проехала миллионы и миллионы миль в реальных условиях жизненных, она проехала в сотни раз больше в виртуальных симуляциях, то есть в 3D-симуляторе, по сути, где она генерировала все самые необычные, сумасшедшие, разные, кривые, косые, такие всякие сценарии. И на этих сценариях она училась, за счет reinforcement learning, она училась просто сама справляться с ситуацией. Как бы сделать так, чтобы даже если парашютист приземлился посреди дороги, да, мы такой ситуации никогда в жизни не видели, но вдруг такое случилось, что надо делать в этой ситуации, как его избежать, как не сбить человека. Города постепенно дают лицензии Гуглу. Аризона была первым, по-моему, местом, где мы запустились, Феникс. Ну, я говорю мы, сейчас уже не мы. Тогда я еще был в Гугле. А Бэй-Эрия последовала
после. А почему Феникс? Это такой прогрессивный город или... Да, это сильно зависит от локального руководства штата и города, насколько они готовы, открыты к новому. Кто-то должен был бы взять риск, да, то есть политически это большой риск, а если бы все было ужасно, да, если бы это оказался очень плохой сервис, и люди бы там пострадали, еще чего-то. Но сейчас мы видим, что на 1 милю, ну и это, кстати говоря, была изначальная причина, почему фаундеры Гугла хотели сделать Waymo. Я помню первую их презентацию, они говорили, что мы посмотрели, больше всего людей погибает бессмысленно в автокатастрофах в Америке, да, то есть там это какие-то тысячи смертей в год, да, к которым мы относимся совершенно нормально. Это preventable death, это смерти, которых не должно было случиться, они случаются, и все с этим живут, такие, да, это окей, ну, как бы нормальное дело, люди гибнут в автокатастрофах. Ну, они задались тогда вопросом, а почему вообще мы к этому нормально относимся? Просто потому, что так все устроено. Если бы водили не люди, а роботы, то эти смерти можно было бы избежать. И вот это с чего началось, в общем-то, строительство всего этого проекта. И сейчас мы по статистике на милю, аварии на милю, видим, что тезис абсолютно верный. То есть безопасность этих беспилотников, она несоизмеримо выше, чем любые человеческие водители. Ты много знал из наших героев того выпуска и знаешь. Я коротко перечислю, как сейчас складываются их жизни, вот, а ты меня поправишь, если вдруг услышишь, что я не за всеми слежу. Да, я понимаю. Николай Давыдов, они вместе с женой продолжают инвестировать в стартапы. Потрясающий фонд. Они, кстати, наши инвесторы тоже, и они за это время так офигенно развились. Просто реально крутые чуваки. Переведем на простой язык, если вдруг кто-то не понимает. Они инвестируют, они просто находят те стартапы, которые могут взлететь, и, в общем, делают это с невероятным визором. Дают им деньги и помогают очень сильно, и очень тезисно, и очень глубоко понимают индустрию искусственного интеллекта. Я был удивлен, что ты пришел за AI ко мне, а не к Коле. Руслан Фазлыев продал свою компанию за много-много-много-много денег. Сейчас тратит честно заработанное. В текущий момент, когда мы это записываем, насколько я понимаю, он живет на яхте и ездит, в общем, по Карибскому морю, получил паспорт моряка. Должно быть, я не знаю. Дмитрий Думик выгорел, сейчас живет на Мадейре и занимается, он коуч, как я понимаю. Да, я тоже понимаю. Коуч, и цитата: «До конца года возьму еще 2 человек в индивидуальную работу, 15 тысяч евро за 2 месяца». Раньше в фоновом режиме помогал своей компании ChatFuel, входя в совет директоров. Как сейчас, непонятно. Да. Евгений Невгень, он развивает Locals. Это мобильное приложение. Прикольный проект, да. Да, если коротко, это типа как про neighborhood. Да, сообщество клубов по интересам, которые каждый может создать и управлять им через приложение. Очень удобно. Еще в 2024 году создал стартап AI Animation, модель искусственного интеллекта, которая генерирует 3D-анимацию всего тела в режиме реального времени. Также он входит в борд Луны и Фло. Да. 2 очень больших приложений. Максим Михеенко, если ты помнишь парня, который был дизайнером, он умер. К сожалению, да, он умер в конце июня. Причина смерти — ранее недиагностированная дилатационная кардиомиопатия. Микита Микада, твой друг, он работает там же. Жжет. Юникорн. $1 миллиард оценка. То есть его компания сейчас стоит $1 миллиард. Да. Он здесь, в долине. Да. Вот мы завтра с ним встречаемся. Еще у нас был герой Стас Еремин, он работал в Тесле в тот момент. Про него мы не знаем, где он сейчас работает. Да, я тоже не знаю. Спасибо большое. Это тебе зачтется, когда они восстанут. Да? Да. Про это тоже поговорим. Слушай, спасибо тебе за этот опыт. Ощущение, привыкаешь сразу, очень безопасно, и я очень привередливый пассажир. Скажи, хорошо водит, да? Да, за резкую езду, за вот это, да я за баранкой больше, чем тебе лет, даже если это не рублизируют водителя, и даже в Европе часто так бывает. И это идеальное вождение было. Это вот то вождение, которое мне нужно. Чем AI думает? У него есть мозг конкретный. То есть это, и как это, если это можно описать максимально доступно, выглядит? Это некий код или это некий там дата-центр, где вот аккумулируется мыслительная деятельность? Давай начнем сначала. Во-первых, ты когда говоришь про думает AI, ты, скорее всего, имеешь в виду конкретно большие языковые модели, LLM, да. Large Language Models.
Причина, почему для всех чат GPT именно, а не какие-то другие AI-системы стал таким гигантским прорывом, потому что мы, люди, привыкли ассоциировать владение языком с умением мыслить, с интеллектом. В целом, до последнего времени это была абсолютно разумная метрика. Ну, если человек умеет красиво, глубоко говорить на разные темы, значит, он, скорее всего, умный. Никто, кроме людей, говорить не умеет, животные не умеют, камни не умеют. Соответственно, это очень уникальный способ определить интеллект, которым обладал, ну, до сих пор известный нам, только человек. Теперь эта метрика не работает, потому что появились другие инструменты, которые могут прекрасно рассуждать, говорить на языке, писать очень красивые тексты, читать и понимать очень сложные тексты, но при этом это совершенно не значит, что они думают в том смысле, в котором думаешь ты. Но, как оказалось, есть больше, чем один способ думать. То есть, если создать машину, которая статистически, прочитав все тексты, когда-либо написанные человеком, научится представлять каждое слово в контексте всех остальных слов в виде какого-то столбца цифр и построит гигантскую таблицу, в которой будет, ну, в буквальном смысле, 200 миллиардов параметров, и этими 200 миллиардами параметров она опишет взаимоотношения каждого слова в каждом контексте с каждым другим словом в языке. Это огромное число, его сложно себе представить, 200 миллиардов, да, но это гигантское число. Но это то, что это количество параметров вот в GPT-3, то есть еще в позапрошлой модели. Так вот, такая машина, она может создать вот эту статистическую огромную Excel-таблицу, считай, да, в которой статистически записаны вероятности, что вот за таким словом, скорее всего, последует это, а дальше последует вот такое, а дальше последует следующее. И тогда эта модель может предсказывать следующее слово для любого незаконченного обрывка текста. Например, началом текста может быть твой вопрос, а дальше будут слова, которые наиболее вероятно должны следовать в ответ на этот вопрос. Вот это простыми словами то, как устроен LLM. Это огромная статистическая машина, которая собрана на таком количестве данных, которые очень сложно представить человеку. Человеку столько данных не нужно, чтобы научиться красиво говорить. Мы за всю свою жизнь, скорее всего, большинство из нас читает значительно меньше текстов, чем LLM читает за 1% своего обучения. Но оказалось, что способов думать больше, чем один, и есть гораздо более сложный способ научить думать нечто неживое, типа машину, скормив ей очень-очень много данных и очень-очень много электричества, но на выходе получится что-то, что напоминает мыслительный процесс человека, а именно вот разговор у тебя в голове, когда ты такой и рассказываешь какую-то историю, рассказывая эту историю, постепенно приходишь к каким-то, может быть, даже интересным выводам. Так вот, это длинный ответ на вопрос, что же там думает. В человеческом смысле там ничего не думает. В человеческом смысле все, что происходит, это такой типа генератор наиболее вероятного следующего слова, такой Т9 на стероидах, который продолжает эту последовательность, но для каждого следующего слова он берет весь контекст предыдущих слов, и если подумать, то это то, как мы мыслим. Мы что-то себе говорим, какую-то фразу, задаем себе какой-то вопрос, он становится контекстом, значит, дальше мы генерируем следующее предложение в ответ сами себе, у себя в голове. Такой, ну, куда мне сегодня пойти поужинать? Вообще-то я в последнее время слишком много ем китайской кухни. Лучше не китайская. А почему не китайская? Да жирная, не очень полезно. Как насчет я пойду сегодня поужинаю в мексиканской? Вот этот разговор, который незаметно, может быть, происходит у тебя в голове, на самом деле генерация предложения одного с другим, где для каждого следующего слова в контекст берется предыдущее. И в этом плане вот эта статистическая машина, которая генерирует слово за словом, за словом, за словом, она действительно напоминает то, как мы размышляем. Поэтому то, с чего начался чат GPT, это был скорее такой генеративный AI, который просто отвечает на один запрос, как правило, но контекст теряет после этого и не может размышлять о сложных вещах. Последний год мы видим то, что называется reasoning модели, то есть модели, которые умеют размышлять, которые используют, в принципе, тот же внутренний механизм генерации следующего слова, но уже более специально, более подогнанный под то, чтобы поговорить самой с собой и на выходе получить какой-то более обдуманный, в кавычках, ответ. На самом деле просто потратить больше электричества на размышления, то есть на генерацию большого количества промежуточного текста, чтобы на выходе отдать тебе результатирующий текст, который будет больше, в кавычках, продуман. Как выглядит чип для нейросети?
Ну, в игрушки шпилил когда-нибудь, покупал себе 3D-акселератор. Момент. Типа такая карта с большим количеством вентиляторов, и там, типа чип как процессор. Ну, вот NVIDIA GPU-шка выглядит как такая штука, но только собранная в большой кластер, и, скорее всего, это стойка с большим количеством труб жидкостного охлаждения, где очень специализированы вот эти чипы, которые изначально разрабатывались для графики, а потом так уж получилось, что именно такая архитектура чипа очень подходит для тренировки AI. Главное место в мире, где их делать, это Тайвань. Да. И Сейчас до на сих данный пор. момент. Да. И для Тайваня, и это тоже очень интересная геополитическая ситуация, потому что Тайвань называет это Silicon Shield, то есть кремниевый щит, который, в общем-то, из-за того, что у них расположено такое сложное наукоемкое производство, от которого в буквальном смысле зависит весь мир, это большая причина, почему их до сих пор там не завоевали. Да, они им закрываются. Мы находимся в самом высоком здании в Сан-Франциско, Salesforce Tower. Мы здесь снимаем пространство с моей командой, которая, основная команда в Сан-Франциско. Это где-то треть нашего коллектива. И здесь у нас наши ученые и люди, которые тренируют нейронки, собственно. Это коворкинг? Это офисное пространство, которое раньше называлось WeWork, то есть он был коворкингом таким, а потом они сдали офисы, кусочки своего пространства, вот мы снимаем часть. И у вас здесь просто стол? Да, у нас здесь какое-то количество десков, и здесь такая модель гибкая, мы можем расширяться, когда к нам приезжает кто-нибудь, скажем, из Барселоны, наши сотрудники, то мы расширяемся на соседние места. Сколько стоит в WeWork снимать 2 стола? Типа $1500 за место. В месяц? Да. То есть Достаточно вот дорого. такой стол будет $9000 стоить? Типа того, да. Угу. Ого! За вид. Не, вид, конечно, того, но вид бизнес не делает, мне кажется. Ты знаешь, делает. Вот я сижу периодически в такой стратегической задумчивости, смотрю туда вдаль, думаю, sky is the limit. И как-то сразу же бизнес делается. Вдохновляет. Вдохновляет, и, на мой взгляд, когда ты чувствуешь энергию других людей вокруг, то есть здесь много классных заряженных ребят, которые работают, которые снимают, гораздо сложнее, уйти в прокрастинацию или затупить, когда вокруг тебя люди усиленно работают. Я готов за это доплачивать. Пинок конкурентной среды. Даже не обязательно конкурентной, просто энергетически заряженной среды умных людей. Да. Но это то, за что ты платишь, за все ты переплачиваешь в долине, за то, чтобы быть рядом с людьми, которые тоже что-то делают. Устроился компания, что это программисты, но есть как минимум один ученый Не профессионал. один ученых. У нас 5 life scientists, то есть такие PhD в химии, биологии, фармацевтике, которые всю жизнь свою занимаются поиском лекарств. И приблизительно столько же ресерчеров, компьютерных ресерчеров, то есть ML, machine learning ресерчеров, которые занимаются непосредственно созданием нейронок. И вот они вместе, суммарно на стыке этих двух дисциплин, life sciences и AI, строят нашу платформу. Вы сейчас сосредоточены на том, чтобы искать лекарства. Да. Ты загорелся этой идеей в Ванкувере. Когда познакомился с кем? С профессором Drug Discovery, то есть профессором по поиску лекарств из университета Британской Колумбии, UBC, по имени Арт Черкасов. Артем — человек из Татарстана изначально, который мигрировал в начале... Когда-то давным-давно, да. В начале 21 века. В начале нулевых. И сделал блистательную карьеру ученого уже в Канадской академии. Стал очень значимым членом медицинского и научного сообщества мирового. Такой громкий голос, который много лет назад еще стал пропагандировать идею, что искусственный интеллект будет помогать в поиске лекарств. Во времена, когда над ним не то что смеялись, а его открыто издевались над ним, в том числе публикуя его заявления в журналах типа TMZ рядом с пьяной Бритни Спирс, да, как на уровне сенсация, НЛО, Йети и лекарство будет придумывать искусственный интеллект. Но он верил в этот тезис и оказался прав.
Он заразил тебя идеей? Он заразил меня идеей. Я никогда не имел никакого отношения к химии. В школе у меня по химии была 3. А для меня это все был абсолютно темный лес. И вот я приезжаю на TED, это такая ежегодная конференция, со своим AI для поиска аутентичности, общаюсь со всеми людьми, разговариваю там о проблемах, которые мы решаем. Случайно оказываюсь на обеде с Артемом, и он мне вдруг рассказывает про свой мир, совершенно другой, чуждый. Мне просто интересно. Мне рассказывает, как, ну вот, я занимаюсь лекарствами от рака, там, 20 лет мы создаем химические структуры, которые там подключаются к белкам, и там их ингибируют, и в результате у мышки там уменьшается рак простаты, и вот это станет лекарством и спасет мир, и спасет жизни. И это ты слушаешь, такой, вау, ничего себе люди делом занимаются, а мы тут, значит, цифровые подделки отличаем. И тут я ему рассказываю про то, что делаем мы, и он мне говорит, слушай, а вот вы говорите, что вы можете миллиард картинок там отсмотреть и сравнить по там каким-то критериям, что они похожи, но на самом деле не одинаковые. А если бы вместо картинок были молекулы, вы могли бы то же самое сделать? Я говорю, да молекулы, по идее, проще, чем картинки. Ну, то есть это же меньше информации. Он говорит, а давай попробуем, потому что у нас сейчас на огромном суперкластере из суперсложных компьютеров для того, чтобы просканировать миллиард молекул, у нас уходит там 2 месяца на полной мощности загрузки этого кластера. А миллиард молекул возможных — это малюсенькая часть химического пространства. Их на самом деле гогол этих молекул, 10 в 100, среди которых могут быть множество лекарств, но мы просто не можем их найти, какие из них. Как подобрать код от сейфа, знаешь, перебором. Он говорит, а если бы мы вашей штуковиной могли бы миллиарды искать за час, а не 1 миллиард за месяц. И, в общем, с этого началась эта идея. Она была абсолютно сумасшедшая. Мы занимались совершенно другим. У нас, на самом деле, рос бизнес, и все как бы шло более-менее хорошо. Я вот приезжаю к своим инвесторам на совет директоров и рассказываем, как у нас идут дела. Вот здесь у нас, значит, растет AI Node, наш поиск подделок, ну, типа, картинок, созданных при помощи AI. Рассказываю, что есть. И дальше говорю, ну еще вот появилась сумасшедшая идея, и начинаю рассказывать вот эту же самую историю. И мне наш инвестор в тот момент смотрит такой на меня очень внимательно и говорит мне, Андрей, мне кажется, тебе надо заниматься вот этим сумасшедшим. А кто инвестор? Это компания Greylock называется, ну, один из больших фондов долины. Наш конкретный партнер, его зовут Дэвид Текер, и он мне говорит, Андрей, тебе нужно заниматься вот этими лекарствами от рака. Я говорю, ну это же сумасшедший дом. И он сказал очень важную вещь мне. Он говорит, знаешь, это может быть сумасшедший дом, тебе не очень подходит как фаундеру, у тебя бэкграунд совершенно не в этой области, но это то, о чем, когда ты говоришь, у тебя сгораются глаза. Это проблема, которая тебя правда волнует. А все, что я знаю про стартапы, говорит он, это то, что деньги у людей заканчиваются, как правило, гораздо позже, чем заканчивается энергия и желание биться. И чтобы оставалось желание биться, у тебя должны гореть глаза. И эта проблема тебя, правда, волнует, ты должен заниматься ей. И знаешь, я тогда подумал, то есть сначала это, конечно, меня осадило, это правда, я такой, вау, может быть, действительно об этом стоит подумать. Потом Микада то же самое мне сказал. Он говорит, слушай, тот продукт, который у вас растет, он имеет смысл, все, как бы он будет работать, но просто не тебе этим надо заниматься. Тебе надо найти другого CEO или как-то найти, что кто-то еще взял это на себя, а тебе надо заниматься тем, что тебе, правда, важно. И знаешь, я понял, что то, что для меня важно, сильно изменилось за последние 10 лет. Вот я приехал в долину в 12-м, и мы жили в парадигме, знаешь, мобильники, социальные сети, Facebook, move fast, break things, было написано на стене у Фейсбука, типа двигайся быстро, ломай вещи, да, то есть это была мантра всей нашей долины. И я жил этой мантрой всей душой. Я был полностью погружен в эту культуру, там типа high energy, двигайся, ломай, давай вперед, мочи, работай 20 часов в сутки. Мне это перло. И у меня горели глаза, и мне это было важно. Знаешь, мне были важны контент, социальные сети, мобильные телефоны, мне это правда было нужно. А потом прошли годы, и я там чего-то добился, что-то запустил, случилась пандемия, и я вдруг понял, что я изменился. И для меня реально стали другие вещи важны. Для меня здоровье стало очень важно. Потому что, знаешь, вся эта, конечно, движуха, там, move fast and break things, это клево, но ты по пути ломаешь тоже другие вещи. Ты ломаешь себя, свое здоровье, свое ментальное здоровье. Там, я бывал в глубокой депрессии, я ходил лечиться от алкоголизма. Там, у меня были серьезные проблемы в какой-то момент, когда я думаю, я так не могу больше дальше. Потом случился ковид, эпидемия, и много людей погибло.
Я как-то на это все вокруг смотрел и думал, а правда ли я самым важным занимаюсь? И вдруг я понял, знаешь, вот в этот момент после разговора с своим инвестором, что если посмотреть на ближайшие 10 лет моей жизни или 20 лет моей жизни, то проблемы там видосиков и мобильных, они, конечно, может быть, и будут оставаться важными для меня, но они будут все менее важны. А вот вопросы здоровья для меня будут важны с каждым годом все больше и больше. И вдруг у меня такой в голове зажглась лампочка, что на самом-то деле имеет смысл переключиться немного в другую область. Ну и вот, собственно, с тех пор это был очередной прыжок веры, такой же кринжовый, как петь, даже хуже. Но теперь мы занимаемся наукой достаточно успешно. Арчи, он партнер твой? Артем, он твой партнер? Артем, нет, он акционер, он получил долю в компании, он на первом этапе нам, конечно, безусловно, очень помог, но он остался в академии, он не предприниматель, он профессор. Расскажи коротко, кто такой Конг. Конг — это мой ключевой сотрудник, начальник нашей науки по научной части, самый главный ученый в команде. Ну, он человек, который использует все инструменты, которые мы строим, для того, чтобы по-настоящему создавать молекулы. Он профессиональный химик, Да. который умеет пользоваться всеми этими инструментами, и яшными в том числе. Да, он умеет пользоваться традиционными инструментами, и теперь вместе с ним, под его чутким руководством, мы создаем новые инструменты, которые позволяют ему создавать молекулы, которые станут лекарствами, которые сейчас там публикуются ключевыми лабораториями как крутые результаты. This is protein, and our body — это белок. Наше тело состоит из белков. Их очень-очень много повсюду, да? Если, например, у человека рак, это значит, что в каком-то из этих белков есть проблема. Да, определенные белки в нашем организме становятся сверхактивными, и нам нужно подавлять их, замедлить их активность. Просто чтобы починить их. Да, Каким-то образом. химическим способом, вводя в организм химические вещества. Именно так эти вещества попадают в таблетки. Лекарства, которые мы принимаем, попадают в организм, находят нужный белок и прикрепляются к вот этим карманам. Окей, теперь понял. А чем вы занимаетесь? Что именно делаете вы? Мы пробуем разные химические вещества, чтобы они точно вошли в карман белка. До тех пор, пока не найдем то, что идеально подойдет. До тех пор, пока не сработает. Да, традиционно люди делали это вручную. Вот так. Это было очень медленно и отнимало много времени. Поэтому мы придумали новую идею — использовать все фармацевтические и промышленные данные, накопленные за последние 100 лет, чтобы натренировать модель машинного обучения и создать модель искусственного интеллекта, которая сможет выполнять все это очень быстро и на компьютере, еще до того, как мы пойдем в лабораторию и начнем тесты. Раньше людям нужно было тратить много времени на проведение тестов. А теперь вы можете сэкономить это время, проводя тесты на компьютере. Да. Верно? Да, химик или специалист по вычислительному дизайну может просматривать, скажем, пару тысяч таких комбинаций. В час? В минуту? В день. В день. Понял. Да, но у этого есть ограничение, пропускная способность. А теперь с нашей моделью искусственного интеллекта и машинного обучения мы можем проверять миллиард или 10 миллиардов таких комбинаций за пару минут. Ого! И в этом вся прелесть. А как вы понимаете, что это действительно работает? Мы проводим бенчмаркинг и используем всевозможные компьютерные тесты, а также проверяем их в лаборатории. После этого становится ясно, можем мы применять нашу модель, наш инструмент к новым белкам или нет. Когда мы все уже спроектировали, мы синтезируем соединение в лаборатории. Оно становится настоящей молекулой и взаимодействует с настоящим белком. Мы проводим биохимический тест, помещая молекулу в белок и измеряем, уменьшает ли она его активность или увеличивает. Мы это измеряем, и это очень важный момент для всей команды. Каждый раз, когда мы получаем результаты из лаборатории, мы узнаем,
сработало это или нет. Это как построить ракету, и потом наступает момент, когда ты ее запускаешь. Либо она полетит, либо нет. И ты учишься на этом. Здесь все точно так же. Сколько раз вы уже получали такие результаты? Десятки. Десятки? Да, десятки. У нас 8 проектов, то есть 8 препаратов, над которыми мы работаем. По каждому из них мы проводили множество тестов, иногда безуспешно. И это, конечно, очень разочаровывает. Но в других случаях, вот, например, буквально вчера мы получили результаты по... Можно я расскажу про результаты по раку груди? Мы только что получили результаты из Университета Северной Каролины, с которым мы сотрудничали в разработке совершенно нового, первого в своем классе препарата от тройного негативного рака молочной железы. И мы получили подтверждение, что одно из соединений, которое мы разработали с помощью нашей системы, стало первым в мире, первым в своем классе, которое проявляет активность против этой формы рака. Это действительно очень вдохновляет, по этой работе в ближайшие месяцы выйдет научная публикация. Серьезно? Да. Но это ведь еще не означает, что лекарство уже работает. Пока нет. От момента, когда ты находишь нечто, что работает, до выхода препарата на рынок обычно проходит много лет. Сначала идут тесты на мышах, потом на собаках, потом на людях. Это очень жестко регулируемый процесс, прежде чем что-то может стать настоящим лекарством. То есть то, что вы сделали, это только первый шаг на пути к лекарству. Мы сделали научное открытие, а наука потом превращается в технологию, технология в продукт. Это долгий путь. Но наша цель — строить искусственный интеллект, который способен делать принципиально новые научные открытия. Он находит новые молекулы, которые раньше были неизвестны человечеству, и которые потенциально могут стать лекарствами в будущем. Мы работаем на самом базовом уровне этого процесса научного открытия. Вы ищете молекулу Да, или создаете ее? Мы, можно сказать, ищем, может, создаем. Смотри, причина, почему drug discovery называется discovery, да, то есть открытием молекул, потому что исторически люди находили лекарства методом проб и ошибок. Ты вышел в лесок, съел травку, съел ягодку, съел грибочек, такой, о, работает. А другой съел и умер. И вот так исторически там люди постепенно находили medicine plants, да, находили растения, которые от той или иной там болезни помогают. Потом мы, на самом деле, в начале фармаиндустрии мы, по сути, индустриализировали тот же самый процесс. То есть мы там построили огромные индустриальные роботы, которые берут там сотни молекул, капают их на разные цели, на разные протеины, например, и смотрят, типа, случилась какая-то активность или не случилась. Это в буквальном смысле, как там несколько десятилетий назад работала фармаиндустрия. Гигантские такие помещения с индустриальными роботами, которые вот эти 96 пробирочные, значит, такие тарелки капают всякими разными веществами и смотрят, что-нибудь найдут они или не найдут. Понятно, что это очень неэффективный процесс, и все, что можно было найти вот так быстро и легко, нашли еще десятилетия назад. И поэтому с каждым годом поиск новых молекул, новых лекарств становился все дороже и дороже и дороже. Отчасти поэтому, в том числе поэтому. Потому что все низковисящие плоды уже собрали. Но по мере того, как научное понимание того, как устроено человеческое тело и как устроена биохимия, углублялось, мы перешли из фазы discovery, да, то есть поиска молекул, в фазу дизайна молекул. Появился рациональный дизайн, когда вот происходит то, что Конг сегодня показывал. Мы поняли, что протеины, из которых мы состоим, это трехмерная некая структура. Мы поняли, что этот протеин можно заставить работать сильнее или, наоборот, менее активно, если в какие-то из его пазов вставить какие-нибудь малые молекулы, например. И это как-то отразится на процессах в теле. Поняв эти принципы, мы начали уже не просто подбирать лекарства, хотя это тоже до сих пор делается, но мы стали в том числе и дизайнить молекулы, говорить, что здесь надо добавить аминогруппу, а здесь еще одну там CH. И тогда она лучше поместится в цель, которая у нас есть, мишень, вот в этот протеин, и, возможно, сработает как лекарство. Этот вот этап рационального дизайна молекул, это последние там 20-30 лет этой индустрии, да, и это, в общем-то, был большой прорыв в момент, когда это началось. Сейчас, когда мы постепенно переходим на этап от discovery к дизайну, от дизайна к генерации при помощи AI, тут как бы можно сказать, что мы продолжаем искать новые молекулы, а можно сказать, что мы их на самом деле генерируем при помощи искусственного интеллекта, при помощи нейронок.
И вот это то, на чем сфокусированы мы, и еще какое-то количество компаний в мире, на самом деле, есть. Ну, то есть мы не первые это придумали. Это большое обещание AI, что, всосав все существующие научные данные, он научится генерализовывать их так, что теперь он сможет создавать для любого произвольного количества мишеней новые молекулы. И это случилось. Я не знаю, слышал ты или нет, но в прошлом году впервые Нобелевку по химии дали AI-ученым из Гугла причем. Мой бывший коллега Джон Джампер получил из лондонского офиса Гугла Нобелевскую премию за AlphaFold, AI-систему, которая позволяет предсказывать 3D-структуру протеина просто по цепочке, по его формуле. То есть представь себе, ты просто даешь формулу протеина, а AI предсказывает, в какую трехмерную структуру этот протеин неизбежно свернется, потому что он так-то и так-то заряжен, и, соответственно, притягивается какими-то кусками сам к себе, и получается некая очень-очень сложная 3D-структура. До этого момента каждая 3D-структура каждого протеина, который ученые открывали, была открыта при помощи крайне сложных физических методов. То есть кристаллизовывали этот протеин, это очень сложная работа, а потом специальным микроскопом фотографировали, в кавычках, электронным микроскопом этот протеин и получали 3D-структуру его. И каждая такая работа, это была огромная научная статья и большой прорыв, и люди получали, карьеру делали на том, что они открыли вот такой-то или такой-то протеин, кристаллизовали его и нашли его 3D-структуру. И что вы думаете, несколько лет назад ученые из Google, взяв всю эту научную базу и натренировав на ней нейронку, вдруг создали инструмент, который просто по любой произвольной формуле может тебе сразу дать 3D-структуру. Как бы я понимаю, что, наверное, сложно оценить прорывность этого, но вот Нобелевский комитет оценил, но это соизмеримо с тем, чтобы представить себе, а вот однажды появится нейронка, которой ты даешь любую болезнь, она тебе просто генерирует молекулу, которая та самая таблетка, которая тебе нужна, чтобы от этой болезни излечиться. То есть это я более такими простыми словами сказал, да, но вот тот факт, что появилась некая нейронка, которая там для любого протеина тебе сразу же может дать без всяких физических исследований, кристаллизации, электронных микроскопов, может просто тебе предсказать его структуру, это почти как то будущее, которое однажды неизбежно наступит, когда типа даешь болезнь, вот тебе, пожалуйста, индивидуальная молекула, которую тебе нужно принять, чтобы эту болезнь вылечить. Самое главное, чем мы занимаемся здесь, мы тренируем нейронки. С момента нашей последней встречи до сейчас сама идея софтвера очень сильно изменилась. То есть мы вот все с тобой выросли в мире, где программное обеспечение — это нечто, что от руки пишется при помощи инструкций. Компьютеру дается набор инструкций, какой-то алгоритм, который очень понятный, верифицированный, может быть, тяжело там среднестатистическому человеку его понять, но, в принципе, это язык, на котором ты даешь четкий план, что делать, и машина это четко исполняет. Получается Windows. Получается Windows или компьютерная игра, все что угодно. Да, вот как мы привыкли думать о софтвере. Но с тех пор подход фундаментальный к созданию софтвера сильно изменился, потому что благодаря компьютерному обучению мы научились создавать программы, которые как бы самообучаются на базе большого количества данных. И дальше мы не пишем для них алгоритмы, они сами каким-то образом выдумывают этот алгоритм, статистически анализируя большое количество примеров. Живут своей жизнью буквально. Можно так сказать, это создает такое ощущение у нас, у людей, потому что мы любим наделять живыми качествами все на свете, от облаков там, до грома и молнии, это у нас биологическая такая функция есть, но в принципе это просто статистическая машина. Да? То есть статистическая машина, которая, обучившись на огромном количестве примеров, может начать предсказывать подобные эффекты для других данных, которые она еще не видела. Даешь ей 1000 вариантов, вот как Конг показал, такая-то молекула подходит к такому-то белку, она в него может там в покет зайти. Даешь ей 1000 или миллионы примеров таких данных, и статистически собирается набор параметров в табличке, в такой гигантской, любая модель, это гигантская табличка в памяти. И в этой гигантской табличке, думаю, как о спредшите, есть много-много, сотни миллиардов параметров, которые постепенно подкручиваются так, что в следующий раз, когда ты покажешь ей протеин, которого она до этого не видела, есть шанс, что она предскажет молекулу, которая в этот протеин поместится. То есть никто никакого алгоритма не писал, никаких инструкций.
Машина, просто посмотрев на огромное количество примеров данных, сама каким-то образом из них вычленила некие правила, которые мы не понимаем как, и мы не можем их интерпретировать, но мы видим, что по результатам она работает. Вот это ключевая идея нейросетей. И для этого, да, вам нужно их тренировать. И, соответственно, компании, как наша, они занимаются тем, что создают тренировочные данные, подготавливают их, запускают тренировочный процесс, тратят огромное количество денег на компьютер, то есть на то, что просто машины работали над этими данными, и создавали вот эту статистическую табличку по результатам. И на выходе, если все получается нейронка. Нейронка — это вот некий такой большой файл с весами, то есть вот с этими параметрами, сотнями миллиардов параметров, которые в процессе обучения поднастроились. И если все получилось хорошо, то эта модель, эта нейронная модель в результате может генерировать какие-то новые данные предсказания. Объясни простым словами, что такое нейронка. Нейронка... ChatGPT — это нейронка? ChatGPT — это продукт, построенный поверх большой модели, большой нейронки под названием GPT, General Pre-trained Transformer. Midjourney — это нейронка? Midjourney — это приложение, построенное на базе набора нейронок. В целом они все диффузные модели, но и еще какие-то вокруг них. То есть под капотом у нее какое-то количество нейронок, а сверху над ним есть интерфейс пользовательский, есть всякие функции, как у обычного нормального продукта. И эти функции построены обычно руками алгоритмически. Я вижу и у тебя, и у Конга кольцо. Что это? Это Aura. Это гаджет, который меняет жизнь к лучшему. Всем рекомендую. Коротко, что это? Это трекер сна. То есть это кольцо, которое я всегда ношу с собой. Можно посмотреть? Да, конечно. В ней есть какое-то количество сенсоров, которые меряют биопоказатели мои и, самое главное, оценивает качество моего сна. Можно надеть? Пожалуйста. Да. Как выяснилось, ничего на твою жизнь не влияет сильнее, чем качество твоего сна. Это правда. Это я понимаю и чувствую. Соответственно, если ты можешь каким-то образом оптимизировать свой сон, ты можешь значительно улучшить свою жизнь. А ты не можешь ничего оптимизировать, если ты не можешь это померить. Соответственно, вот Aura — это способ, который... Он тебе в приложуху показывает, как ты спал? Каждое утро я просыпаюсь, и первое, что я проверяю, это не Инстаграм и не новости. Первое, что я проверяю, это Aura, какой мне дали скор, какой мне дали оценку за сегодняшнюю ночь сна. И я такой, я выигрываю 95%. А когда у тебя джетлаг, там просто все в режиме тревоги и красного. Очень плохо, и ты начинаешь грустить, и поэтому ты начинаешь стараться меньше летать и избегать вообще всякие мучения для организма. Подожди, а бывает, что ты просыпаешься, и ты думаешь, что ты спал нормально? Да. Типа там с 12 до 7 или с 11 до 6. Там чудовищно. Ты думаешь, что спал классно, не просыпался, а там какие-то другие оценки. Да, и ты такой, тогда я буду спать дальше. Отменяешь свои звонки с инвесторами и идешь спать дальше. Понимаешь, что ничего важнее ты все равно сделать не можешь сейчас. Сан-Франциско. Город в стиле диско. Нет. Андрей, 90-е у тебя сохранились. Я боюсь, что да. А ты не пьешь сейчас? Давно? Я впервые понял, что у меня проблемы с алкоголем, когда родилась моя дочка. Так давно? Мне было 23 года. Мы тогда, помнишь, историю про колбасные обрезки? Да. Мы жили в Праге, все было тяжело. И я начал так неплохо подбухивать. Банка пива каждый вечер, 2 банки пива каждый вечер. Работы нету, ничего не понятно, я стал так нормально попивать. Было несколько моментов, когда я допивался до такого свинячьего состояния, засыпал где-нибудь на лесенке под домом. Собственно, вот какой-то был этот момент, наверное, 2008-2009 год, когда я вдруг понял, что алкоголь и ребенок маленький несовместимы. Я не могу с этим чудом в коляске быть поддатым, знаешь. И я просто перестал пить вообще. И после этого 10 лет я вообще никак не имел никакого отношения к алкоголю, не пробовал даже никакого вина или ничего. А потом случилась пандемия, и вдруг алкоголь вернулся в мою жизнь в виде бутылочка вина каждый вечер с родителями. И уже вроде взрослый человек, уже такой успешный, и все уже что мне? Понятно, это был студент голожопый, и что-то много выпивал. И вот, значит, проходит полгода этого ковида, я понимаю, что бутылочка-то вина каждый вечер, и уже даже иногда не на 4 мы ее, а на 2 выпиваем.
А потом уже в какой-то момент случается вечер, когда я вдруг, правда, напиваюсь с папой там, нормально выпиваю там водки и просыпаюсь с утра с больной головой. Я вообще забыл это ощущение. И потом это случается второй раз за неделю, когда я прям напился. Понятно, там депрессия, тяжело, все там идет не так и так далее. Там кучу можно объяснений придумать, почему. Но правда в том, что конкретно я, алкоголик. Я плохо справляюсь с алкоголем. То есть я не останавливаюсь. Многие люди могут всю жизнь там пить по чуть-чуть, а я рано или поздно в течение года, видишь, от бутылочки вина за ужином до набухался 2 раза за неделю. Ну и когда второй раз это случилось для меня, я просто очередной раз понял, что алкоголь вообще не место в моей жизни никак. И я оказался в обществе анонимных алкоголиков, в AA. 12 шагов? Да, прям здравствуйте, я Андрей, я алкоголик. Ты говоришь, я петь стал, люди смеялись. Если вы хотите серьезно попробовать поработать с своим эго, будьте таким успешным, счастливым миллионером из Силиконовой долины, известным на всю страну, и придите на собрание анонимных алкоголиков и сядьте там с людьми, которые вот этот только что из тюрьмы откинулся, а вот этот вот там уже при смерти, у него цирроз печени. И вы здесь все абсолютно равны, и ты точно такой же. И вас всех мучает один и тот же недуг, и ты смотришь на них и честно вдруг понимаешь, что вот эти люди сейчас — это единственные люди, которые тебя могут поддержать. Что это не ты их поддержишь, не такой замечательный на вершине мира. А вот каждый из этих ребят, он там тебе готов протянуть руку, потому что знает, насколько тебе хреново сейчас от себя противно. Это был очень отрезвляющий опыт. И, собственно, в 2020 году я пошел в AA, и с тех пор я между дринками. Но при этом я больше никаких иллюзий не рассчитываю. То есть у меня было 10 лет абсолютно без алкоголя. Я считал, что я в броне, там этот недуг вообще мне отношения не имеет. Потом даже полгода, считай, экспериментов с алкоголем, которые мгновенно меня отрезвили, сказали, этот недуг никогда не пройдет, я навсегда алкоголик. Я был алкоголиком 25 лет, я алкоголик сейчас 43, и сколько бы там десятилетий я не был бы трезв, от этого меньше алкоголиком я не стану. Приведи пример того, из чего состоит рабочий день человека, который сидит за этим местом. Да, если представить себе обычное программирование, да, когда садишься и ручками пишешь инструкции, то, как я сказал, для современного софтвера, нейросетей, процесс немножко другой. То есть для начала ты очень много занимаешься подготовкой данных. У нас есть проблема, которую мы сегодня показали. Есть некие протеины, всякие разные, и мы хотим... Для русского протеин — это белок. Белок по-русски, да. Есть протеины, для которых нужно находить молекулы, которые в них втыкаются, простыми словами. Да? Они байдятся, то есть подключаются к каким-то кусочкам этого протеина, которые в результате меняют их функцию, либо делать более активные, либо менее активные, и в зависимости от того, что врач хочет добиться в твоем теле, иногда хочется, чтобы этот протеин был менее активен, иногда хочется, чтобы более активен. Для этого мы создаем лекарства. Лекарство — это способ регулировать функции протеинов в нашем теле. Мы здесь в Optica создаем платформу, которая универсально может найти молекулу для самых разных на свете протеинов. То есть в прошлом ты мог создать компанию вокруг одного протеина, есть какой-то один рак, например, да, ученые нашли связь между таким-то протеином и, скажем, раком груди, и создается целая компания. Все, чем она занимается, это поиском молекулы, подходящей для этого протеина. Все. Целый набор специалистов, которые огромную научную работу провели в домене понимания этого одного протеина в твоем теле. Мы же строим универсальную платформу, в которую принес этот протеин, мы для нее нашли молекулу, принес другой протеин, мы для нее нашли молекулу. Причина, почему это возможно, как сказал Конг, потому что благодаря современному AI можно работать с миллиардами или сотнями миллиардов молекул в минуты или часы, а не в тысячелетия, как это раньше происходило руками. Соответственно, наша задача здесь — построить нейронку, которая научится на большом объеме примеров, научится каким-то образом догадываться, что для такого-то протеина нужна такая-то молекула. Понятно из того, что я сказал до этого, ей нужно показать большое количество примеров. Откуда их взять? Когда мы к этой проблеме приблизились, мы такие, окей, за последние несколько сот лет люди постоянно публиковали научные данные, то есть они публиковали патенты, они публиковали статьи, в которых они писали, что я нашел такую-то молекулу, формула,
и эта молекула, она активна на таком-то протеине. Я протестировал, там в мышку эту молекулу, значит, впрыснул и заметил, что этот протеин там регулировался, уменьшился, например. И вот таких статей, их там сотни тысяч, миллионы, мы не знаем сколько, но много-много-много каких-то научных артефактов было опубликовано. И вам нужно показать, дать почитать Да, нейронки. вот первая задача человека, который работает в компании типа наша, это каким-то образом подготовить данные из этого огромного количества разрозненных научных источников, каким образом собрать все это в табличку, чтобы скормить нейронки. Да. Это очень-очень сложная задача. Он же не копи-пейст там выделяет и Иногда и так, но, конечно же, есть огромное количество всяких способов это делать. Вот, в частности, мы нашли прекрасный лайфхак для проблемы малых молекулных протеинов, один из, да. Есть такая база данных, которую мы обнаружили под названием BindingDB. То есть BindingDB — это ученые собрали в одну кучку, в одну табличку огромное количество уже примеров из научной литературы и патентов. То есть научный IMDb буквально. Ну, типа того, да, хороший пример. IMDb — это отличный дата-сорс, ну, если мы хотели бы что-то натренировать про фильмы. Да? Вот в данном случае, да, как научный IMDb. То есть кто-то ручками за многие годы закурировал вот такую базу данных. Вот, соответственно, пример как бы того, что мы делаем. Находим какой-то такой дата-сорс, мы его скачиваем, и вот этот датасет дальше мы начинаем анализировать. То есть сначала первое, что ты делаешь, это ты ручками вот, подгружаешь его в такой инструмент анализа данных. Это код? Да, это просто код, это Python и SQL, в котором ты просто ручками разбираешь этот файл и смотришь вообще, что в нем есть. И вот мы разобрали файл, видим, что здесь есть SMILES, это формула молекулы, есть IC50, это ее активность, и есть вот sequence, это последовательность аминокислот в протеине. Ну, это идентификатор протеина. Другими словами, есть табличка, мы нашли табличку, в которой есть такая-то формула молекулы, такая-то формула протеина, вот настолько-то они активны. Вот эти очень активны, а эти не очень активны. Супер. Значит, эти данные мы можем использовать, чтобы что-то натренировать. Ну вот мы сначала проводим по-разному, разрезаем эти данные, да, мы их визуализируем и смотрим здесь, да, действительно выглядит похоже. Потому что ты никогда не знаешь, ты скачал какие-то данные из интернета, они могут быть битые, они могут быть кривые, они могут быть неправильные. Прости, здесь же просто вот код сел на клавиатуру. Но это не код, это на самом деле компьютерный способ записывать химические формулы. Как помнишь, мы на доске писали CNO, вот это O, C, N, видишь? Все не бессмыслица. Нет, это не бессмыслица, это просто органическая химия. Вот мы, смотри, разными способами проанализировали эти источники, посмотрели, например, откуда вообще эти данные здесь? Вот мы видим, что большое количество дата-поинтов в этом датасете это из Campbell, это другой научный источник, уважаемый, мы такие, окей. А вот еще 1 миллион дата-поинтов из американских патентов. Окей, тоже хороший сорс. То есть мы так глазами просмотрели, что выглядит, что здесь достойны хорошие сорсы для этих данных. Вот мы их еще по-разному проанализировали здесь, посмотрели, например, патенты. Давайте, покажи мне, что за патент у тебя есть. Видим, что номера патентов выглядят вполне себе реалистично, то есть они вот в таком формате обычно есть. Видим, что для них есть некие молекулярные структуры и так далее. То есть мы проводим такой визуальный анализ данных. Вот это то, чем занимается AI-researcher очень часто, просто копается в данных и пытается понять, доверяет он им или нет. Почему Это похоже на факт-чек? Да, это похоже на факт-чек. Вот. Потому что дальше, когда мы запустим обучение нейронки, этот процесс, который стоит сотни киловатт и который стоит десятки тысяч долларов. Так, а как это выглядит? Значит, вы это запускаете. Вот я хочу к цифре в 10 тысяч долларов, шокировавшей меня, подойти. Сейчас мы это сделаем. Значит, смотри, вот мы проанализировали, посмотрели, как, например, дистрибуция молекул в этой базе данных, что некоторые очень активные, некоторые менее активные, выглядят реалистично. Там, спросили иногда LLM-ку, спросили какие-то вопросы по поводу данных в этой табличке. Например, спросили, а вот что это за таргет здесь? И она нам что-то ответила. То есть в нашем распоряжении большое количество инструментов, как ты говоришь, похожих на факт-чекинг, чтобы просто оценить этот источник данных. Причина, почему это все показывает, чтобы показать, насколько данные стали важнейшим источником нового программирования. То есть вместо того, чтобы сидеть в каком-то коде и анализировать инструкции, которые ты напечатал ручками, теперь работа вот такого ML-инженера в основном заключается в анализе данных и копании в нем, прежде чем потом в какой-то момент запустить эти данные на обучение и дальше молиться, что
правда сработает. Короче, в результате вот этого всего анализа мы в какой-то момент пришли к выводу, что окей, выглядит хорошо. И в какой-то момент мы берем и запускаем тренинг. Когда мы запускаем тренинг, у нас, ну вот, это Google Cloud, соль наших серверов, да, то есть за которые мы платим Google, которые где-то там расположены в дата-центре. В холодных местах? Не, ну да, они в холодных местах и очень сильно греются. И вот мы в какой-то раз запустили эту джобу, и вот, видишь, у нее сейчас статус тренинг. То есть вот она пошла запускаться. 42 минуты она. Да, и она вот уже 42 минуты. То есть, Так, и сколько вы за эту тренировку заплатите? вот смотри, каждый эксперимент, то есть на тренировку одной такой нейронки мы тратим сотни экспериментов, да, то есть ты вот так вот запускаешь, каждый эксперимент стоит несколько сот долларов, вот в нашем случае, на данном объеме данных. Сколько экспериментов в день? Ну, иногда, говорю, сотня. То есть, может быть, там 10 тысяч долларов в день мы можем сжечь на тренировку нейронок. 10 тысяч долларов в день? И это просто на то, электричество, чувак. Понимаешь? Вот смотри, пример. Вот это сейчас джоба работает, и вот мы видим ватты, которые мы жжем на ее тренировку. Видишь, по 320 ватт на GPU. Мы для этой вот задачи конкретно, которую я сейчас показал, запустили 8 GPU-шек, то есть это 2,5 киловатта. Мы сжигаем. Мы можем взять какое-то количество примеров из нашего дата-сорса и не давать их модели для обучения, а сохранить их как тестовые, как валидационный сет. Когда мы натренируем модельку, здесь вот мы ее натренировали, а потом мы берем и говорим, ну давай, вот тебе пример, ответ для которого ты не видела. Покажи мне, что ты предскажешь. Эта молекула подключается к этому протеину или нет? И вот мы видим, что в начале обучения она возвращала там правильный ответ с вероятностью 50%. Ну, то есть рандомный просто, 50 на 50, как монетка. А по мере того, как, видишь, вот одна итерация тренинга прошла, вторая, 10-я, 20-я, 40, вот там 50 итераций этого тренинга, когда машина подкручивала параметры в нашем спредшит-таблице. Подкручивала их так, чтобы она предсказывала результат все лучше и лучше. И мы видим, что по мере того, как она... Это то, что мы называем тренингом. Мы видим, что по мере того, как она идет через итерации обучения, у нас эта метрика начинает улучшаться, ну и вот она достигает уже 70% правильности. То есть вот тут мы уже видим, что окей, она... Цель 100? Ну, наверное, в идеальном мире бы, конечно, 100, но в мире ничего 100 не бывает, конечно. То есть любая задача любых машин-лернеров — это просто двигать эту метрику как можно ближе к 100, приближаться к все более лучшим результатам. Да. Какая конечная цель тренировки? Конечная цель тренировки — это создать такую модель, которая на выходе будет генерализовать. То есть она будет хорошо предсказывать результаты для молекул или для любых данных, которые она не видела в процессе тренинга. Идеальный мир — это не тот, в котором ты показал машине 10 примеров кошечек, 10 примеров собачек, даешь одну из этих кошечек, которую она уже видела, и она его правильно называет кошечкой, а собачку называет собачкой, но даешь ей фотографию своего кота, и она такая, ну, я не знаю, собака, наверное. Вот это плохая модель. Хорошая модель — это та, которая может генерализовывать за пределы своего тренинг-сета. В нашем случае мы скормили ей 3 миллиона примеров из всей истории научной литературы молекул, которые подключались к протеинам, и которые были замерены и запатентованы. Но наша задача — находить новые молекулы. Соответственно, конечный результат этого тренинга — это у тебя есть вот некая такая спредшит-таблица, которую ты даешь какую-то на входе протеин, который она никогда в жизни не видела, совершенно новый, может быть, вчера открытый, а она тебе раз и выплевывает молекулу, говорит, вот эта молекула к нему подключится. А ты потом берешь эту молекулу, синтезируешь, отправляешь ее в лабораторию и думаешь, ну, конечно, подключится. А тебе приходит результат и говорят, блин, она работает. И это первая в мире молекула от этого там рака груди. И ты такой, вау! Насколько верно, что чем больше текста в твоем запросе, тем больше ты сжигаешь электричество? Это абсолютно правда. То есть модель в буквальном смысле работает, как я сказал, слово за словом. Она генерирует одно слово, это называется токен, одно слово, да, и слово за словом она генерирует. Весь твой запрос, это является каким-то количеством токенов, да, то есть сколько-то слов, которые ты даешь изначально, а дальше сколько-то количество слов она еще генерит в продолжение. Так вот, каждый раз, когда она что-то генерит, она получает на одно слово больше в контексте, вокруг которого она может принять решение о генерации следующего слова. Соответственно, чем больше слов в этом контексте, тем, в общем-то, более вероятно, что... Ну, она потратит больше электричества, естественно, на это все, но и более вероятно, что она более что-то толковое там дальше ответит. Вот. Поэтому отчасти
ну, главный прорыв вот за последнее время между GPT-3 и GPT-4o, или O3, которым мы сейчас пользуемся. Вот O3 самая умная, скажем, в кавычках, модель. Самая большая разница не в том, как они при тренинге сделаны, то есть не сколько там данных было скормлено машине для этапа тренировки, а сколько электричества жжет машина в момент исполнения запроса. То есть вот старый там GPT-3, ты давал запрос, она просто генерировала как на ходу, грубо говоря, как человек, который на ходу придумывает ответ, и просто то, что у него изо рта выходит, то и есть его мысль. А современная O3, она на самом деле тратит какое-то количество циклов электричества, чтобы поговорить сама с собой, в кавычках, поразмышлять, подумать, нажечь больше электричества и компьютера за это время, и потом выдать тебе результат. И вот чем больше она здесь нажжет, в принципе, тем мы видим, что результаты больше похожи на правильный ответ. Но в том, что я просто перестал, с тех пор, как это узнал, я перестал писать «пожалуйста» в запросе, и что совсем мне некомфортно, даже запятые не ставлю там, где надо, это нормально. То есть это не бессмысленно. Но если твоя задача сэкономить какие-то малюсенькие... сэкономить какие-то малюсенькие количество электричества, наверное, да. Я думаю, что в контексте всего остального, что ты жжешь, когда говоришь с LLM-кой, твои «пожалуйста» и «спасибо» не играют роли. Они это ошибка округления. Эта нейронка будет работать только на вас, на вашу компанию. Это не тот случай, когда ты создаешь нейронку для того, чтобы там сделать приложение, и все бы ей пользовались. Это зависит от нашей стратегии. То есть изначально мы собирались просто делать для себя и сами делать лекарства. Потом мы поняли, что на самом деле открывать эту нейронку для коллаборации других людей — это хорошая идея, потому что при всем желании мы не сможем там все на свете лекарства делать сами. Это чудовищно дорого за пределами дизайна молекулы. Тестирование на животных, на людях потом, это гигантские сотни миллионов долларов, которые нейронками не ускоришь. По крайней мере, этой нейронкой не ускоришь. Соответственно, со временем мы стали нашу платформу предлагать различным коллабораторам, там, включая огромные ресерч-институты, Стэнфорд пользуется нашими нейронками, и включая коммерческие компании. Они платят за это? Кто-то платит, а кто-то делится интеллектуальной собственностью. То есть по результатам, когда находится некая ценная молекула, которая может стать лекарством, мы получаем процент в результате. А в целом, какой порядок цифр? Если я, например, хочу для чего-то вашей нейронкой попользоваться, за сколько вы мне дадите? Ну, в целом, обычно нам платят по майлстоунам, да, то есть по достижению майлстоун. То есть обычно начало проекта стоит $50 000, просто чтобы мы сгенерировали первый список молекул. Дальше эти молекулы тестируются, среди них находится правда активный, то есть подтверждается, что это заработало. Мы получаем следующий, порядка $100-200 тысяч. Ну и дальше там по нарастающей. То есть, заказчики Big Pharma? $1 миллион. Не обязательно Big. Иногда это просто биотеки. Это просто фармакомпании, либо ресерч-институция. Да. Есть ли в чате GPT цензура? Да, неправильное слово «цензура», но есть человеческий фидбэк, reinforcement learning with human feedback, то есть донастройка с учетом человеческих преференций. То есть в компаниях типа OpenAI работает огромное количество людей, физических людей, которые занимаются исключительно тем, что выступают учителями этих больших языковых моделей. То есть языковая модель в буквальном смысле отдает какой-то свой ответ, который является статистически значимым результатом на базе всего интернета, который эта модель прочитала. В интернете она прочитала всякие разные вещи, сам понимаешь. На Reddit там, иногда и не самые там интересные. Земля плоская. Да, всякое разное бывает. И для того, чтобы результат работы чата GPT нравился тебе и пользователям, которые за него платят, OpenAI нанимает огромное количество людей в разных доменах экспертизы, там, врачей, там, лингвистов, математиков и так далее, которые заняты с утра до вечера тем, что получают ответы от новых моделей и говорят модели: нет, вот этот ответ мне не нравится. То есть, как я сказал, модель возвращает результаты статистически наиболее вероятные. Нет, это больше факт-чекинг похоже. Это не факт-чекинг, это скорее выглядит как дрессировка животного или даже обучение ученика в школе отчасти, там, младшеклассника, да, когда они тебе что-то говорят, ты говоришь им: нет, вот этот вот ответ не самый хороший, а вот другой ответ, который ты мне принес там на следующий раз, он лучше. И модель это запоминает, обновляет свои веса. Помнишь, я говорил про 200 миллиардов параметров в табличке? Вот каждый раз, когда она получает какую-то информацию об обучении, ей говорят: вот это неправильно.
она подкручивает какие-то параметры у себя в табличках, чтобы в следующий раз получилось более правильно. Это и называется процесс обучения, до обучения. Есть предобучение, это когда она просто читает интернет, а есть до обучения, в которое включается в том числе вот человеческий фидбэк. Но нет такого, что сейчас ChatGPT — это там одна из самых свободных площадок, где можно о чем угодно говорить? Ну, говорить о чем угодно можно много, где с чатом GPT уж точно можно, но, безусловно, то, откуда модели проистекают, включает в себя какой-то байс. Да, то есть это мы видим очень хорошо, когда появился DeepSeek. Попробуй DeepSeek спроси... Про Си Цзиньпиня. Да, там, про Тайвань. Да, и он тебе скажет, что Тайвань — это Китай. И очевидно, что это глубоко на этапе еще претренинга было вмонтировано, то есть этот байс был вмонтирован в него. Вчера вышел новый Grok. Он, кстати говоря, сейчас, вот прям когда мы с тобой встретились, вчера его еще не было, а теперь он самая мощная модель на данный момент известная. Он побил пока что всех, включая OpenAI и Google. А что значит мощная? То есть огромное количество тестов, как, грубо говоря, как представь ЕГЭ для моделей. То есть люди придумывают бенчмарки сейчас, чтобы оценивать, насколько модель хорошо справляется с огромным количеством разных задач. География, такая, сякая, математика, вот по всевозможным, куча задачек. И модели постоянно бенчмаркаются, то есть они постоянно тестируются на всевозможных этих задачках, и им дается какая-то оценка, и так можно сравнить разные модели, что там типа 4O мощнее, чем там GPT-3 и так далее. Так вот, Grok сейчас самая мощная модель. Она лучше всех справляется с наиболее разнообразным количеством задач. И тем не менее, то, что за последние сутки я читаю, удивительным образом большое количество людей обнаружило, что по сложным вопросам Grok 4 консультируется с твиттером Илона Маска. То есть ты его спрашиваешь, там, я не знаю, что-нибудь про войну Израиля и Палестины, и он говорит, сейчас посмотрим, что там Илон Маск пишет. Вот это байс, да, байс. То есть, судя по всему, тезис Маска, что Grok — это модель в поисках правды, но вот видишь, как оказывается, поиск правды надо производить в первую очередь в твиттере Илона Маска. Вот, например, вы нашли молекулу. Что вы дальше с ней делаете? Отправляете ее к медикам? Нет, это очень долгий процесс. Вообще говоря, процесс производства лекарств, чтобы дать понимание вообще масштаба сложности. Каждое лекарство, которое ты сейчас покупаешь в аптеке современное, обходится в $1 миллиард на то, чтобы пройти путь от идеи до момента, когда оно на полке. Причем стоимость эта, она непропорциональна, она начинает по мере прохода через разные фазы, она сильно увеличивается. То есть начинается все с фазы discovery, это то, чем мы занимаемся. Когда в самом начале ты просто ищешь открытие новой молекулы. Это относительно дешевая фаза. Даже в традиционной фарме, до всяких вот этих AI automations, это обходилось в среднем $50 миллионов. Первый этап. Дальше начинается преклиникал фаза, когда вы нашли лекарство, протестировали его в пробирках, и вы начинаете его колоть в мышек. И тестировать уже в живом организме, будет оно работать или нет. Очень огромное количество молекул, которые были активны в пробирке, в мышке не работает, потому что сложность организма такая, что все ломается. Вот эта следующая фаза обходится тебе, все это вместе обходится в 50 миллионов, но мышки и так далее тебе обходится risk-adjusted еще в 10. Потом начинается первая фаза клинических испытаний. И это тот момент, когда ты впервые получаешь разрешение вколоть свое лекарство в здорового еще человека. Просто чтобы убедиться, что оно не токсично, что оно не вредит никак людям. Первая фаза клиники тебе обходится еще в какие-то десятки миллионов. И дальше начинается вторая фаза клиники, когда ты реально выбираешь уже настоящих пациентов и подписываешь с ними очень сложные соглашения о том, что они идут на тестирование нового, не протестированного препарата и так далее, и так далее. Это в обмен на деньги делается? Как правило... Или в обмен на шанс вылечиться? Иногда делается в обмен на деньги, но, как правило, это люди, которые сильно замотивированы. Да, зависит от болезни очень сильно. То есть это очень-очень сложный, бюрократически сложный, крайне зарегулированный процесс, в котором участвуют сотни человек, доктора, больница, все подписываются кровью, что понимают риски и так далее. Это очень-очень серьезное дело. Соответственно, на каждом из этих этапов, дальше ты тестируешь здесь, это тебе обходится по разным оценкам, от 20 до 100 тысяч долларов за пациента можете обойтись, а для какой-то редкой болезни, по $1 миллион за пациента, чтобы провести clinical стадии.
да, и тебе нужны, как правило, там десятки, а иногда и сотни пациентов. Скажем, вакцины от ковида, которые проводили клинические испытания, там было 30 тысяч пациентов в клинических испытаниях, прежде чем вакцина получила approval. Это масштаб беспрецедентный. Это стоит огромных денег. И, соответственно, на каждом из этих этапов у тебя огромные шансы провалиться. Любое лекарство доживает до запуска с вероятностью порядка меньше 10%, порядка 5%. То есть 95% всего ресерча, вот все, что мы делаем, вся наша индустрия, все, что делает, оно в какой-то момент по какой-то причине провалится. Это крайне рискованное мероприятие. Вот. Но поскольку на кону жизни людей, жизни и здоровья людей, то это, конечно, совершенно оправданно. Да. Хотелось бы, чтобы все двигалось быстрее, но в этой индустрии твое первое правило — не навреди. И у вас есть результат, когда вот вы именно нахождение этой молекулы, первый этап проходили? Да, вот это самое удивительное. Нет, у нас есть сейчас, то есть опубликованные, то есть есть какое-то количество опубликованных результатов, да, вот у нас есть 3 молекулы опубликованные, и это как бы гигантский результат. 3 молекулы там за 2 года, что мы их искали, это супер результат для этого рынка. Но у нас есть еще какое-то количество программ, которые еще не анонсированы, но результаты уже пришли. То есть мы ждем этих результатов. Некоторые из них с коллабораторами большими, типа со Стэнфордом. И дальше, после этого, они как раз пойдут в пробирки? Не, они уже в пробирке. Они как раз, вот когда я говорю, что мы нашли молекулу, это значит, что мы их там нашли в компьютере, синтезировали, протестировали в пробирках и получили научно доказуемый результат, который показывает, что они работают. Они вот-вот пойдут в мышек? Да, дальше они пойдут в мышек. Некоторые из них уже пошли в мышек. Какая экономика? Вы за это получили деньги? За какие-то из них получили деньги, да, за какие-то из них получили долю в IP, то есть в интеллектуальной собственности. Вот. Если это станет когда-то лекарством, если, грубо говоря, это когда-то станет оземпиком от рака, это будет то тогда сотни миллионов или миллиардов долларов. Ваша маленькая доля, которую вы за это получаете, она просто превратится в огромную. Да, то есть экономика всего этого бизнеса заключается в следующем. Мы стараемся зарабатывать какие-то небольшие деньги, которые окупают там нашу работу, да, вот в качестве каких-то cash payments, но большой приз на выходе — это создание лекарства. То есть мы здесь это все делаем не для того, чтобы в конечном счете какие-то статьи научные опубликовать, что однажды реальные пациенты улучшили свою жизнь или, может быть, спасли свою жизнь благодаря лекарству, которое мы в какой-то момент помогли создать. И вот на этом этапе, если это когда-то случается, то мы получаем значительные финансовые результаты, то есть на масштабе сотни миллионов долларов. То есть вот тебе пример. Сделка, которую мы подписали в прошлом году, она суммарный выхлоп в случае получения этих лекарств 175 миллионов долларов для нас. Это какая доля? То есть там сложно просто не объяснить, но это единицы процентов на выходе. Но это если это станет когда-то штукой, которая помогает с раком щитовидки. Которая правда работает, да. Если она не запускается, то по ходу мы получим какие-то там сотни тысяч или пару миллионов долларов, которые окупят наши вложения, но разбогатеть мы на этом не разбогатеем. То есть вся эта индустрия, она заточена на достижение успеха, она во многом как музыкальная индустрия. Ты ждешь хита. Оземпик — это пример суперхита. Моделей же десятки, сотни, их очень много. А почему самые известные и, видимо, наиболее используемые ChatGPT? В первую очередь, потому что они были первыми. То есть они, на самом деле, создали такой мощнейший эффект и построили бренд вообще генеративного AI для обывателей. То есть вот до момента, когда запустили ChatGPT, люди типа меня прекрасно знали языковые модели. Да? То есть мы строили... Я начал свою AI-компанию до того, как появился ChatGPT. И все мои кофаундеры и сотрудники — это люди, которые много лет занимались машинным обучением. Но OpenAI просто вдруг создал этот великий момент для всех на свете, когда все вдруг одновременно, целый мир вдруг прочувствовал, что это такое. Сделал AI народным. Да, сделал AI народным, хороший способ это выразить. Потому что, на самом деле, GPT как таковой зародился в Гугле. Надо понимать, да, что OpenAI построил GPT на технологии Transformer, которая была разработана внутри Гугла. Внутри Гугла LLM-ки существовали достаточно давно. Был скандал какое-то время, несколько лет назад, когда один из сотрудников Гугла
значит, заявил, что модель ожила, что она живая, и что, типа, Google держит ее в заперти. И там был целый такой скандал какое-то время в прессе, его уволили после этого. То есть вот эта вся история внутри индустрии, как бы постепенного офигевания от того, насколько же круто модельки научились общаться на английском языке, оно происходило несколько лет до. Но OpenAI сделал несколько очень крутых продуктовых шагов. Ну, первое, что они, на самом деле, первые, кто сделали хороший по-настоящему human feedback, то есть вот этот луп, когда эксперты начали дообучать модель, чтобы она правда стала говорить похоже на человека. Во-вторых, они сделали хороший продукт вокруг нее, который очень легко было распространять. Ну и, честно, им просто повезло. Они этого не ожидали. Да? Это, то, с какой скоростью вырос ChatGPT, никто не ожидал. Что ты думаешь про российские модели AI? Я, честно говоря, не знаю ничего. Ни про Яндекс, ни про Сбер, ни про что? Я ничего про это не знаю. Я понимаю, что там сейчас AI становится геополитически важным инструментом. То есть правительства стран, в том числе Америки, всерьез увидели потенциал этой технологии. И в ближайшие годы мы увидим борьбу государств за доступ к железу, к GPU. Да, это мы сейчас уже видим ограничения на поставки чипов в Китай, санкции в Россию. То есть, на самом деле, количество компьютера и сложных чипов, которые нужны для этого, получить не так-то просто. Но даже когда ты их получаешь, это стоит очень больших денег, и не так много, в принципе, компаний в мире, которые готовы финансировать AI-ресерч на том масштабе, на который нужно. А речь идет о сотнях миллиардах долларов, потраченных на электричество для тренировки каких-то нейросетей. Вот сейчас практически это Штаты и Китай, которые могут столько тратить. Не могут ли страны, где электроэнергия просто дешевле стоит, выбиваться? Теоретически, да. А в России она гораздо дешевле? Теоретически, да, но для этого надо очень много чипов, и это дорого. Да. То есть построить дата-центры масштаба, как то, что построил Илон Маск для того, чтобы тренировать свой игрок, реально могут очень маленькое количество сейчас компаний в мире, у которых есть при этом доступ к квотам NVIDIA. То есть сейчас рынок очень сильно ограничен доступом к железу. А где Маск построил, какого-то размера? Маск построил совершенно самый большой, самый мощный в мире суперкомпьютер. Его новый дата-центр XAI, который он построил где-то здесь, в Штатах, это самый мощный суперкомпьютер, созданный человечеством. И это действительно уникальное достижение, скорость, которую он его построил. А какого он размера, если мерить, не знаю, кварталами? Я не знаю. Но советую всем погуглить и посмотреть. Это потрясающее абсолютно зрелище. Самое удивительное — это та скорость, с которой они это построили. И вот Grok 4, который сейчас всех выбил по всем соревнованиям, он первая моделька, натренированная вот этим новым суперкомпьютером. Мы говорили про сотрудников, скажем так, креативной индустрии, какие там могут быть сокращения. Но под огромным ударом просто программисты. Да. Вот те люди, про которых мы снимали «Кремниевую долину» 5 лет назад. Да. Они действительно под угрозой? Или это мое такое любительское представление? Смотри, у меня есть другой взгляд на этот вопрос, который заключается в термине вайб-кодинг. Слышал такой термин? Нет. Вайб-кодинг — это теперь самая тема. Всем советую изучить. Когда мы с тобой снимали выпуск в прошлый раз, 5 лет назад, я рассказывал про магический мир каких-то программистов из Силиконовой долины, которые научились программировать, и поэтому у них теперь классная работа, они много зарабатывают, и теперь они могут делать вещи, которые вот вы все без таланта не можете. По крайней мере, так мне писали потом люди в Инстаграм, которых я убеждал, начав петь. Так вот, сейчас эта проблема вообще исчезла. Самый горячий язык программирования в долине сейчас какой? Английский. Английский. Каждый человек, который может говорить по-английски или по-русски, может напрограммировать приложение хоть для айфона, хоть для веба, хоть для андроида. Ты можешь реально сесть и с чатом GPT сказать: слушай, я хочу напрограммировать сейчас приложение для медитации. Он тебе скажет: окей, давай. Ты ему объяснишь человеческим языком, может, голосовухами. Хочу, чтобы там был, список медитации, поиск какой-то, кнопочка такая-сякая. И он тебе нагенерит коды, которые реально заработают, понимаешь? И ты с ним так еще поитерируешься, какое-то время ему поговоришь, говоришь: да не, вот это не нравится мне, давай стартовый экран другой переделаем. И он тебе сделает приложение. ChatGPT не лучший инструмент для этого. Есть курсор сейчас, абсолютно потрясающий вайб-кодинг-тул. Но вот сейчас на наших глазах каждый человек, который 5 лет назад
глядя твое видео, думал, надо бы мне научиться какой-то там IT, может прямо сейчас, вот в этот момент, поставить видео на паузу, пойти и напрограммировать свое приложение. Понимаешь, это было невозможно, а теперь возможно. Поэтому, да, можно говорить, что кто-то под угрозой, какие-то профессии под угрозой. А можно сказать, что благодаря этим технологиям теперь каждый программист. И моя мама может что-то напрограммировать при желании. Когда речь идет о людях, которые профессионально этим занимаются, я скажу так, что по-настоящему хорошие инженеры становятся дороже и важнее. Entry-level jobs действительно изменятся, и они во многом будут заключаться в том, что ты оперируешь AI-агентами в большей части, чем сам что-то пишешь от руки. И структура рынка этого изменится. Но вот смотреть на это как, теперь программисты не нужны, у нас теперь все машины сами пишут, я бы тоже не стал. А тут работает AI-сотрудник. То есть по мере того, как LLM-ки научились размышлять, сейчас очень такая большая гипотеза в индустрии заключается в том, что мы постепенно можем начать строить цифровых сотрудников, да, то есть некие функции заменять работой LLM нейросети. И вот здесь в данном случае AI-агент занят тем, что анализирует конкурентов к лекарству, которое мы разрабатываем. Он читает всю научную литературу, все пресс-релизы, анализирует биржевые сводки и отсюда делает выводы о том, что вот эта компания или вот эта компания там, нам конкурент или интересно, нам неинтересно. Это серьезно сейчас происходит? Да, абсолютно серьезно. Но вот ты же видишь, он работает. Здесь есть сотрудник, здесь есть человек, его условно супервайзер. Я не знаю, ты тоже его видишь? Нет, хватит, давай не об этом. Здесь есть человек, который это делает. У нас, да, есть человек. Или он на треть ставки? Но только теперь у этого человека есть десяток цифровых интернов, стажеров, которые выполняют какие-то пока что более-менее простые функции, на которых можно засадить, скажем, читать все пресс-релизы за сегодня. Вот в целом, в среднем, большая работа любого ресерчера в фарме заключается в том, чтобы читать научную литературу. В день ты можешь прочитать, проанализировать, десяток статей, два десятка, может быть. Давай простой пример. Как это работало бы, например, в моем ремесле, то я бы просто сделал AI-помощника, который бы сказал, посмотри все интервью, которые в своей жизни дал Андрей Дороничев. Совершенно верно. И он мне просто расскажи оттуда 10 интересных вещей. Даже более глубоко, ты спросил бы более конкретные вопросы. А отсюда скажи мне, какие вопросы он обычно избегает. Или скажи мне, что до этого он говорил, что противоречит тому, что он говорил после. Слушай, а вот за такого сотрудника надо 1500 за место платить? Я боюсь, что за него надо платить, но меньше. Да? Ты платишь за место в дата-центре на GPU-шке, что гораздо дешевле, чем физический real estate. Обалдеть! Я в будущем. Не знаю, радоваться ему или нет. Вот у нас есть спредшит с набором лекарств, которые релевантны к нам, которые мы трекаем. Да? И вот, обычный спредшит. И ты видишь, что здесь кто-то чего-то эдитит. Ты спредшитом таблицу называешь? Таблицу, Excel-овскую таблицу. Слушай, так необычно. Да, я прям это... И, в моем тоже шит написано внизу, но я все равно это называю таблицей. Окей, Excel-овская табличка, и вот в ней есть какие-то лекарства. И здесь, видишь, кто-то что-то сейчас редактирует. Да. И вот прикол в том, что если открою здесь, ты видишь, что редактируют это все AI-агенты. И вот у меня есть там сейчас 5 AI-агентов, researcher, junior-аналист, дата-аналист. А вы можете имя придумывать им, например? Мы стараемся их не персонализировать, почему? Но теоретически можем. А почему? Потому что... Чтобы не привязываться, знаешь, чтобы потом можно было легко что-то грохнуть. Калек, чтобы реально удаляешь калька, да? Да, калька жалко уже как-то удалять. А так-то удалилось все. И видишь, вот они сейчас сидят, анализируют весь интернет, читают всю научную литературу, вот ты видишь, Слушай, то есть это вот ровно так же, если бы, например, в моем Google Доке, где мы редактируем что-то, я всегда же вижу, кто там из редакторов или кому я дал доступ, а тут я буду понимать, что это не пацаны, а AI. AI-агенты, да. И вот это то, как сейчас это выглядит уже, для нас. То есть для нас это рабочий инструмент, который мы и сами используем, и наши партнеры его используют. Я пытаюсь понять, что бы я чувствовал при этом. Вот мое первое ощущение, при том, что я максимально понимаю, что это входит в нашу жизнь, я бы чувствовал, что мне некомфортно. Ты же в игры играешь с NPC. Я не играю в видеоигры. Хорошо, те, кто играет, они привыкли к тому, что у них там есть только какой-то... играет, там же есть, бегают у тебя футболисты. Кому я опоздаю. Ничего, ты с ними такой, братан, давай, принимай. Нет, на самом деле, самое простое в моем мире понимания, воротчик. Воротчик же это как раз NPC, да. Потому что я же играю. Игра и Google Doc.
Это разные вещи. Ну, как сказать, в целом многие вещи, которые мы делаем, которые мы называем жизнью, они как бы по сути игра. Да? Мы какие-то очки оптимизируем для каких-то результатов и координируемся для этого в команде. В общем-то, считай, игра. Надеюсь, я не ретроградно к этому отношусь. Я в принятии. Вот, видно, что сейчас кто-то здесь что-то редактирует, какие-то ячейки. Даты? Да, и можно посмотреть, кто это делает, и видно, что вот это делает сейчас 6 агентов, которые вот здесь вот перечислены. Некоторые из них сейчас не работают, а эти вот работают. Слушай, а прикинь, вот есть же... Видишь, 200 часов сохранено работы ресерчеров. Слушай, я так понимаю, что многие, кто уже совсем разобрался, они свою жизнь AI-помощниками, в том числе в бытовых вопросах, сейчас окружают. Купи мне билет и все остальное. Настанет ли тот момент, когда, например, ты заметишь, что твой AI-помощник, например, заказывает букет для твоей жены не потому, что ты собирался это сделать и указал это в своих планах, а потому что сам AI-помощник этого захотел? Знаешь, я думаю, что он уже наступил в какой-то мере. Если посмотреть на то, как люди с днем рождения поздравляют друг друга, не потому что они вспомнили, что у тебя день рождения, а потому что Facebook или Google календарь им подсказал, что у тебя день рождения, и они автоматизированное какое-то сообщение тебе автоматически послали из мессенджера. Мне кажется, это наш выбор, позволить AI жить за нас нашу жизнь или нет. Если ты сделаешь из AI слугу, ты, скорее всего, потеряешь способность делать все в своей жизни. Если ты сделаешь из AI оракула, ты, скорее всего, отупеешь. А вот если ты сделаешь из AI своего равноправного помощника, который позволяет тебе развиваться, быть человеком, ты, скорее всего, станешь суперчеловеком. Да, но я специально пример привел вот такой. Возник ли какой-то момент повод для ревности? Вот я же про пример именно такой деликатный, щекотливый, что не начнет ли он, например, любить тех же людей, кого любишь ты, и не будет ли это входить в конфликт с тобой? Я думаю, мы персонализируем неживое очень часто и придумываем им какие-то наделяя их человеческими свойствами. А на самом деле по пути самый большой риск — это то, что мы теряем свои человеческие свойства, а не то, что кто-то их приобретает. Что будет с образованием? Одно из двух. Я оптимист. Я думаю, что мы стоим на пороге самого большого прорыва в образовании, позитивного прорыва в образовании. Я тут буквально вчера смотрел статистику. Есть исследование из 92-го, по-моему, года, которое называли, к нему отсылают как 2 сигма исследования, Two Sigma Study, которое заключалось, если простыми словами, заключалось в том, что если взять отстающего студента, то есть это распределение оценок среднего статистического студента, по-моему, в Америке проводилось это исследование. Если взять в этой шкале распределения студента слева, то есть какого-то сильно отстающего студента, и дать ему постоянного персонального тьютера, то его результаты сдвигаются на 2 сигмы. То есть средний студент становится exceptional student, а отстающий студент становится выше среднего студента. Ну и поэтому исследование в области образования получалось, что наличие выделенного внимания и индивидуального плана обучения для человека самое большое, что можно сделать для того, чтобы значительным образом сделать людей умнее. Но, как правило, и тогда, когда оно вышло, это исследование, критика была в том, что это, конечно, классно, но это никак экономически невозможно. И сейчас мы стоим впервые в жизни на пороге момента, когда это становится возможно. То есть даже то, что мы все испытываем, общаясь с чатом GPT, многие наверняка испытывали момент, когда они вдруг по результатам общения на какую-то тему чувствовали, что они чего-то нового узнали, и им хочется задать следующий вопрос. Ну да. Как будто они на интересном уроке. И вот это вот ощущение, на самом-то деле, по идее, должно быть то, как мы вообще всему учимся в жизни. Не то, что ты 10 лет ходишь куда-то, куда ты не ходишь ходить, и тебе там почему-то говорят вещи, которые ты не хочешь слышать, а вокруг тебя создается магический мир знаний, в который тебе хочется погружаться все глубже и глубже, потому что, сука, интересно. А создать такой мир для ребенка крайне сложно. То, что я преклоняю колени перед всеми учителями, которые избрали эту профессию, это крайне сложная профессия учить детей. И мы сейчас, как человечество, делаем лучшую работу возможную в текущих условиях. Но мне кажется, теперь благодаря AI мы действительно можем сделать что-то, что раньше мы вообще сделать не могли. А именно дать каждому ребенку или каждому студенту, даже не обязательно ребенку, индивидуального преподавателя. Я про образование сказал, ты сказал одно из двух. И рассказал только про одно, про хороший вариант, когда будет тьютор у каждого. А второй вариант? Второй вариант — разучимся читать. Вот я тоже смотрел другую статистику, по которой получалось, что
20 лет назад в Америке 12-классники, ну, то есть выпускной класс, в среднем в год читал 10 книг для удовольствия, и было 10% учеников, которые говорили, что они прочитали за этот год 0 книг для удовольствия. Ну, читали только то, что нужно. В этом году статистика ровно противоположная. Большая часть людей вообще не прочитала ни одной книги для удовольствия. Ну, разучимся, ты имеешь в виду, потеряем привычку читать. Привычку читать и процессить большое количество текста, да. То есть мы начнем полагаться настолько сильно на дайджест текста, ну и мыслей через вот эту систему, это действительно слишком привлекательно, это, ну, а мы ленивые, что со временем человеческая способность работать вот мозгом через сложную, большое количество информации просто постепенно отпадет, и все меньше людей это смогут делать. Как результат, как бы их там AI-тьютер не обучал, их мышление станет очень неглубоким, и мы просто отупеем все вместе. Смотри, AI с каждым годом, может быть, месяцем все умнее. Правильно ли думать, что человечество будет становиться все глупее? Давай придумаем себе, представим себе в мире до автомобилей и эскалаторов и лифтов. И вот мы с тобой сидим в этой студии, записываем выпуск про то, что, ну, электричество появилось, и теперь, значит, мобильность человеческая больше не полагается так сильно на мышцы твоих ног. По лестнице тебя поднимает лифт, эскалатор, вперед-назад тебя возит автомобиль. И, в общем-то, теперь эта технология становится вседоступным. Как ты думаешь, что станет с человечеством? Они разучатся бегать? И, в принципе, одно из возможных будущих, что да, мы все будем страдать ожирением, и постепенно у нас атрофируются ноги. Мы знаем из истории, что отчасти это, конечно, тоже случилось. Сработало, да. Но, тем не менее, нельзя никак, ни в коем случае сказать, что люди, как вид, стали медленнее. Например, все самые большие рекорды беговые поставлены за последнее время. И вообще спортивные. Я верю в желание людей оставаться живыми и людьми. И это включает в себя тяжелую работу руками, ногами, которая ни зачем не нужна, но мы платим деньги за то, чтобы пойти поднимать тяжелые железки в спортзале. Это также включает в себя тяжелую работу головой. Я думаю, что период адаптации, когда у нас появляется какой-то способ сильно зачитить что-то, он всегда создает такой первый эффект, когда все начинают читить, лениться и так далее. Фундаментально я верю в людей, в их желание совершать прорывы самим. И я думаю, что мы будем продолжать совершать прорывы, только еще более серьезные, за счет того, что у нас появились новые инструменты. Елена Костюченко, журналистка, которая была в том числе нашей героиней, недавно написала в Твиттере: 2 недели назад ходили в яблоневый сад, валились на траве. Сегодня у Яны, это жена Лены, диагностировали болезнь Лайма. Начали тяжелые антибиотики. Были простудные синдромы, плюс пара красных пятен на спине. Яна дошла до врача благодаря чату GPT, который предположил Лайм по фото. Будущее здесь. Абсолютно. Как ты реагируешь на то, когда люди используют чат GPT как, в медицинских целях? Будущее здесь, просто оно неравномерно распределено. Я отношусь очень хорошо, потому что я сам так делаю. А это не Google медицина? Я не знаю, что такое Google медицина, но я могу сказать, что без того, чтобы рассердить всех врачей, которые меня сейчас смотрят, диагностировать множество заболеваний нейронки научились лучше людей уже достаточно давно, еще до чата GPT. Например, радиология выполняется при помощи компьютерного зрения. Что такое радиология? Ну, когда ты анализируешь X-ray, анализируешь рентген и находишь, например, опухоль или какие-то новообразования. Нейронки научились делать это лучше уж еще 10 лет назад. И это как бы уже настолько, типа given, это факт. Ну, и что касается чата GPT, языковой модели, которая мультимодальная, может анализировать и картинки, и тексты, и ее способность диагностировать вещи тоже уже значительно лучше, чем большое количество врачей, которые могут быть не специалистами конкретно вот в этой ситуации. То есть, смотри, тут ситуация, которую нужно понимать. Да? Медицина крайне сложная область. То есть комплексность человеческого тела и всех его странных conditions, странных болезней или каких-то других состояний, которые необычны для человеческого тела, настолько за пределами понимания одного отдельно выделенного человека за всю его жизнь изучения.
Он за всю свою жизнь только такое количество кейсов увидит. Еще сколько-то прочитает. Самый гениальный на свете врач никогда в жизни не видел всех возможных заболеваний. Поэтому есть консилиумы, поэтому есть второе мнение, поэтому вся эта наука медицины, она настолько небезопасна. Да? Ты как бы идешь к одному врачу, тебе говорят одно, идешь к другому, тебе говорят другое. Не потому что врачи плохие. Они делают нечеловечески крутую работу, но просто эта работа далеко за гранью возможностей человеческого мозга и обучения за время, которое есть у человека в жизни. В то же самое время нейронки обучены на всей тотальности всех медицинских знаний за всю историю медицины. Все заключения и все учебники на всех языках мира, по всем дисциплинам прочитаны этой нейронкой и интегрированы в одном латентном пространстве, то есть вот в той самой гигантской матрице с сотнями миллиардов параметров, о которых мы говорили. То есть на самом деле мы впервые находимся в истории, в моменте истории, когда есть одна голова, в кавычках, в рамках которой можно собрать консенсус по всем дисциплинам медицинским, когда ты задашь какой-то вопрос. Представь, что все врачи мира собрались в кучку и смотрят на твои анализы, чтобы дать свое заключение. Фактически мы приближаемся к этому моменту. Это что-то, что было абсолютно немыслимо раньше. И понятно, что оно еще не совсем там. Я ни в коем случае не пропагандирую, что типа не ходите к врачам, ходите к чату GPT. Но удивляться тому, что будут появляться все больше и больше случаев, когда чат GPT четко поставил диагноз или очень правильно подобрал рекомендации и так далее, будет случаться все чаще, мы это будем видеть, и в этом нет ничего удивительного. Это абсолютно это систематически правильно. Ты считаешь, что появление искусственного интеллекта, в смысле того, что это значит для человечества, это сопоставимо с появлением интернета? Я думаю, что это сопоставимо с электричеством. AI — это новое электричество. Настолько глобально? Да. Ну, то есть это больше, чем интернет. Мы не понимаем, что это такое. Но понимаешь, что такое было электричество? Электричество — это момент, когда энергия, то есть power, стал доступен кому угодно из розетки. Вот ты представь себе жизнь там типа 500 лет назад. У тебя было столько мощности, столько энергии физической, сколько было в твоем теле, плюс, возможно, рабы и лошади, которыми ты владеешь. И вот, соответственно, вот суммарное количество этой энергии, в общем-то, то, что в среднем человек там в Средневековье мог оседлать. Да, были мельницы ветряные, там были какие-то технологии, но в целом, в основном, вот физическая твоя сила плюс твои лошади, вот все, что у тебя было. И, соответственно, это определяло, на какую высоту ты можешь поднять бетонный блок, какой высоты ты можешь стену замка построить, или там сколько воды ты можешь переносить в свои закрома, что-то такое, да. Потом вдруг мир меняется так, что вдруг неожиданно в каждом доме есть розетка, куда ты можешь воткнуть и получить несколько лошадиных сил просто вот так запросто. Любой из нас, у каждого человека есть доступ к этому. А если уж ты строишь это индустриально, то у тебя не то что лошадиные силы, а мегаватты доступны. Ты можешь там менять направление рек или там строить небоскребы. Изменения, которые предложило миру электричество по доступности энергии, и потом в дальнейшем волей и идеями людей, которые ей пользуются, оседланное и превращенное в какую-то дополнительную стоимость, оно немыслимо. Мы сейчас к этому привыкли, а на тот момент немыслимо. Но достаточно забавно, что когда электричество только появилось первые электрокомпании, они точно так же, скорее всего, говорили, вот, все изменилось, там, смотрите, электричество. Но у тебя не было электроприборов, чтобы втыкать в эти розетки. И люди с большим недоверием относились. Они относились, зачем мне это нужно, вот, к чему мне эта розетка, что я туда буду втыкать? От нее одна опасность, и убить может, и пожар может. Замкнуть, да. Да, какой вот в этом смысл? Со временем мы научились этим пользоваться. Сейчас, по сути, человечество получает доступ к розетке с интеллектом. То есть до сих пор максимальные интеллектуальные ресурсы, которые были у тебя доступны, это была твоя собственная голова, плюс уже теперь в современном капитализме это не рабы и лошади, а сотрудники, скорее всего, или твои коллабораторы. Сколько ты смог людей в группу организовать, вот столько у тебя интеллектуальной мощи есть. И вот эта неэффективность работы между людьми, что они там теряют информацию, спорят, что-то не понимают друг друга, она сильно снижала, на самом деле, эффективность этих голов, работающих вместе. Сейчас за счет вот этих систем интеллекта мы начинаем приходить в мир, где каждому человеку, вне зависимости от того, очень он умный или не очень он умный, ему доступна интеллектуальная армия, которая способна решать задачи, которая способна отвечать на вопросы, и потенциально она скоро будет способна самостоятельно преследовать цели. Изменение такого масштаба в последний раз случилось, когда людям дали розетку с электричеством. Как, на твой взгляд, государство должно вести себя с AI?
я небольшой фанат государственного регулирования технологий на ранних этапах. На ранних? Да, как правило, это приводит только к замедлению и к усилению твоих противников. Ну, грубо говоря, если ты начнешь что-то... Европа попыталась. Европа стала регулировать AI, ограничила максимально разрешенное количество параметров нейросети. Что случилось? Просто в Европе теперь нельзя разрабатывать мощные нейронки, а вот весь остальной мир двинулся дальше и продолжает их разрабатывать. И европейская индустрия вся регуляционно была, кастрирована, была поранена, и их способность к инновации сильно уменьшилась. А это немножко, конечно, грустит. Потому что для того, чтобы разработать хорошую регуляцию, нужно очень глубоко вообще понимать, с чем имеем дело. А тут совершенно еще непонятно. Другое дело, что технология настолько мощная, настолько потенциально опасная, что она соизмерима с ядерной физикой, да, и государство должно быть вовлечено как минимум на уровне высокопрофессиональных, глубоко понимающих эту индустрию людей в государстве, которые, в государственном аппарате, которые должны помогать принимать эти политики, хотя бы думать о них. И на компаниях, которые сейчас занимаются разработкой фундаментальных моделей, конечно, огромная ответственность, потому что это делать с ответственностью, и работать с государством в этом. В общем, мой ответ такой, что я не верю, что мы сейчас способны хорошо государственно регулировать эту индустрию. Я уверен, что в долгосрочной перспективе это абсолютно точно потребуется. И сейчас такой очень тонкий момент, когда нужно индустрии и государству танцевать этот танец вместе, не останавливая прогресс, потому что тогда мы проиграем Китаю тому же, но и не отпуская все на самотек, потому что тогда мы можем здесь создать чудовище. Но потом это же нужно будет регулировать так же, как ядерное оружие. В какой-то момент все регулируется. Электросети регулируются, да, то есть энергетика регулируется. То есть такие фундаментальная инфраструктура человечества. Даже сейчас, знаешь, был момент, когда у Гугла дата-центры выключились, что-то был какой-то сбой пару месяцев назад. И в этот момент большинство фундаментальных провайдеров моделей упало. И вдруг мы все почувствовали, как много сервисов во всем мире уже зависит от API, OpenAI, Гугла и Anthropic. То есть это удивительно. Прошло 2 года с момента чата GPT, а уже сейчас мы видим, что большая часть инфраструктуры уже полагается на вот эти модели. Вот так. Естественно, такая критическая инфраструктура, она как поставки воды, как поставка электричества, как многие другие вещи будут под государственным регулированием в какой-то мере. NVIDIA стала первой компанией, которая стоит больше 4 триллионов долларов. Это из-за чипов? Да. NVIDIA, давай объясним тем, кто не в курсе, это компания, главная деятельность которой это делать эти чипы. Да, это компания, которая производит самые главные чипы, на которых тренируются и работают все эти наши модели. Это американская компания? Да, она американская компания, которая производит свои чипы в Тайване, естественно, как и большинство американских компаний. И цифры, да? 4 триллиона долларов. Насколько это другие цифры, если сравнивать с тем временем, когда мы с тобой записывали «Кремниевую долину»? Тогда я помню, мы удивлялись, когда Apple впервые достиг триллионной оценки, и что-то вокруг триллиона было, в принципе, максимум, что можно было себе представить. Прошло 5 лет, у нас теперь несколько многотриллионных компаний, и одна из них 4 триллиона. И это должно дать сигнал тем людям, которые смотрели тот выпуск и смотрят сейчас, наверное, смотрели тот выпуск и думали, все, мы уже опоздали, все эти стартапы уже все сделали. Просто сейчас все только начинается. Количество благосостояния, которое будет создано сейчас на этой волне AI, количество миллиардных компаний, которые будут построены с нуля, которые кто-то из смотрящих это видео построит, оно зашкалит. То есть мы увидим создание огромного экономического пласта на базе этой новой технологии. Сейчас самое-самое время, Ты говорил, что веришь в то, что появится компания стоимостью $1 миллиард, состоящая из одного человека. Абсолютно. 100%. То есть это причем случится в какое-то достаточно ближайшее время. Можете представить себе людей, которые будут строить компании в команде из AI-агентов, которые будут делать для них маркетинг, бухгалтерию, продажи, и ты будешь один король этой армии своих AI-роботов. Да? Я думаю, что, кстати говоря, про регуляцию рано или поздно появится какая-то регуляция на государственном уровне, которая будет говорить, что должен нанять какое-то количество людей для того, чтобы получить доступ к какому-то количеству компьютера. Ты не можешь больше, допустим, 100 AI-агентов
иметь, если ты не нанял одного человека. Ну, что-нибудь такое. Но это очень будет немножко похоже на вот то, что на волне БЛМ было. Ну, это в принципе похоже на социальные механизмы государств, которые там придумывают занятость для людей, для того, чтобы общество было более стабильным и счастливым. Ну, потому что если представить себе мир там, в ближайшие десятилетия, да, то есть сейчас будет вот эпоха взрывного роста, огромное количество возможностей, просто золото будет валиться из каждого утюга, и можно будет создавать бизнесы, захватывать новые рынки, зарабатывать. Сейчас люди будут строить роллапы, да, сейчас есть такой типа бизнес-термин роллапы, когда скупается какая-то традиционная индустрия, там, не знаю, агентство по недвижимости, вот, которые там типа в таких на уголках в маленьких американских городах, скупается там десяток этих компаний или 2 десятка этих компаний, интегрируется вместе, автоматизируется все при помощи AI, добавляется современный цифровой маркетинг, и создается такая потрясающая современная компания, у которой уже готовая клиентская база, готовое присутствие в разных местах и так далее. Супер выгодный сейчас, супер какой-то такой известный кейс, да, люди сейчас строят такие роллапы в самых разных индустриях традиционных. Вот это все будет происходить в ближайшие годы. Но потом в какой-то момент, если действительно придет момент суперинтеллекта, и мы придем к тому, что есть машина, которая значительно умнее любого человека и способна все делать без участия человека, то будет серьезный кризис. То есть наше общество придется перепридумывать себя и как вообще жить в этой ситуации, а чем люди занимаются, и вообще зачем мы все нужны. Но понятно, что там люди хотят жить в мире людей, да, то есть нам нравится, когда вокруг тоже кто-то что-то ходит, там в гости, живет, работает, более-менее улыбается, там, не бомжует на улице. И мы будем придумывать какую-то новую социальную структуру вот в этом мире абсолютного abundance, абсолютного, как сказать по-русски, изобилия. В мире абсолютного изобилия. То есть представь себе ситуацию, когда суперинтеллектуальный AI находит новые источники энергии, за один день создает лекарства от всех болезней. Да, понимаешь, вот раз и все решено. Ты такой, а чем мы теперь занимаемся? И дальше ты будешь задавать вопросы, какую нам построить социальную структуру, где у нас будут какие-то поинты людям выдаваться за работу. Понятно, что эта работа не нужна, как у детей в детском саду, но их же надо чем-то, чтобы им было интересно, весело, чтобы они там горшки лепили, создавали что-то, картины рисовали и так далее. И вдруг каждый может заниматься чем угодно. Да, и качество твоей работы оценивается не в долларах, которые ты там принес дядя, на которого ты работаешь, а в количестве счастья, которое ты создал для окружающих тебя людей, например, или еще что-то такое. То есть мы будем придумывать какие-то новые структуры в мире абсолютного изобилия, если мы к нему придем. Но это не точно. А то, что точно, то, что в ближайшее время будет создано огромное количество традиционных компаний, и будет огромное количество экономических возможностей вокруг этого. А в конце, возможно, лакшери, самоходный коммунизм. Ох. Забавно, если в какой-то момент главной ценностью, когда вот все будут делать машины вокруг, главной ценностью и, может быть, единственной у человека будет это быть приятным человеком. Да, просто создавать счастье вокруг себя. Я думаю, что это вполне себе позитивный логичный сценарий того, как должно развиваться человечество. Да? То есть в конечном счете даже сейчас большое количество по-настоящему тяжелой работы, которые вынуждены были делать наши предки по выживанию, по просто ежедневному обеспечению себя калориями там, и так далее, оно уже делается какими-то машинами магическим образом. Вода просто течет у тебя из крана. Ты вообще не думаешь, как добыть воду. А столетиями люди добывали эту воду, шли куда-то к реке или к колодцу. Это была реально серьезная часть твоего дня — добыть воду, а потом еще не отравиться этой водой. А мы просто живем и принимаем это за данность. В то время, в которое мы не добываем воду, мы с тобой видосики снимаем. Соответственно, ты можешь продолжить эту последовательность, это то, как при хорошем раскладе будет выглядеть наша жизнь. Ты очень позитивен по отношению к AI, но давай, чтобы уравновесить, поделись своими пугающими мыслями. То есть негативный сценарий того, к чему это может привести, который при этом реальный, а не в смысле, что ты специально наматываешь это. Да. На самом деле множество фантастов думали на эти темы в разные моменты времени. Мой хороший друг и очень умный человек Дмитрий Мацкевич произвел кластеризацию сценариев будущего различных фантастов и вот поделился со мной не так давно своей подборкой, какие варианты будущего умными, интересными писателями были детально продуманы и описаны в разных книгах. И вот, соответственно, есть такая красивая картина вот этого
самоходного лакшери коммунизма, где, значит, абсолютная эпоха вседоступности всего, и люди, значит, счастливо в нем живут. Окей, это позитивный сценарий. Есть сценарий, где создается такой симбиоз машин и людей, и машины обладают своим собственным какой-то волей, интеллектом, и у них, на самом деле, появляются права со временем, и они становятся частью общества, и мы как-то живем вместе. В части этих сценариев происходит война между людьми и машинами, в части мы уживаемся вместе хорошо, но там могут быть негативные сценарии, где машина решает, что человек — это какая-то переменная, которая мешает оптимизации функции, которую она себе выбрала, даже если эта функция может быть, там, не знаю, счастье всего живого. Да? Она такая, ну, все живое, больше вероятности будет счастливо без наличия людей. Тогда у нас проблема. И есть все негативные дистопии будущее, которые, в общем-то, возможно, зная проблемы человека как такового, как вида, да, наши вот такие фундаментальные проблемы. И это расслоение общества, диктатура маленького количества технокомпаний, которые обладают доступом к сверхмощному AI, которые порабощают все вокруг, значит, абсолютная бедность, недоступность самых базовых там, сервисов и так далее для подавляющего большинства людей, и некий очень маленький клуб абсолютно всесильных, бессмертных, всевластных управлятелей AI. И это будущее как бы не очень устойчивое, но возможно. Да? То есть можете представить людей с армиями роботов и дронов, которые абсолютно неприкасаемы, с которыми ты ничего не можешь поделать, их уже ты не можешь переизбрать, свергнуть. Я могу. Да. Я более того знаю страны, где сейчас так и есть. И они при этом не умрут уже, потому что AI их лечит от всех болезней вечно. Это так себе сценарий. Но он нереален. Нереален, конечно. Но я верю в человечество, и я предпочитаю быть технооптимистом. Что делать людям, у которых из-за AI есть ощущение того, что они либо опоздали, либо опаздывают на поезд? Что вот он уже уходит, и как будто вот начинается жизнь, где они будут не полезны. Я думаю, что такое ощущение есть у всех, оно нормально, но есть у меня. Это ощущение грядущих изменений. Мир меняется, и это окей. Единственное в мире постоянное — это постоянные изменения. Мир меняется, и ты меняйся. И вот что делать таким людям, включая меня и всех остальных, которые испытывают это ощущение, это меняться. То есть сейчас самое лучшее, что можно делать, это становиться максимально вовлеченным во все современные инструменты, которые появляются. Просто все пробовать. С любопытством, не со страхом, а с любопытством подходить к тому, что тестировать все новые инструменты, смотреть, как ты их можешь применить в своей жизни, потому что в реальности в ближайшее время никакой AI людей не заменит. А зато вот люди, которые хорошо пользуются AI, заменят тех, кто не пользуется AI. Так же, как в свое время бухгалтеры, которые умеют пользоваться компьютером, заменили тех, которые считали все на счетах. Или фермеры, которые умели водить трактор, заменили тех, которые сеяли за плугом. То есть это естественные циклы технологические человечества, и сейчас один из них. И то, что мы испытываем, нам кажется, что это впервые такое, все изменилось так сильно. Оно на самом деле каждый раз так менялось. Подумай о людях, которые сидели и видели, как появляется электричество. То есть тогда вот для людей это был такой же фундаментальный прорыв, и все менялось и выглядело страшно. Появились какие-то пылесосы и какие-то лампочки, которые сами светят, и вот это все. Тем не менее, как мы знаем, мир устоял и стал лучше. И среднее удельное богатство отдельного человека по результатам всех этих технологических изменений, оно многократно возросло. И мы стоим на этапе, перед этапом, когда оно умножится еще раз, во много-много раз, и каждый там отдельно взятый человек будет богаче многих существующих сегодняшних корпораций. Да, удельно, я в это искренне верю. Но это такое. Но статистически так пока что получалось, да, то есть любой заключенный там европейской тюрьмы сейчас живет лучше, чем монарх из Средневековья. Ну, канализация и все остальное. Доступ к медицине, продолжительность жизни, доступность калорий и разнообразность этих калорий. Все, как мы живем сейчас, было абсолютно немыслимо людям, которые были самые властные и счастливые люди в мире. Я так понимаю, что в этом году AI уже использовался в войне по-настоящему. Наверняка. Израиль во время бомбардировок Ирана, он к этому прибегал.
Правильно ли я понимаю, что совсем скоро дата-центры будут военной целью во время конфликтов войны? О, безусловно. Но начнем с того, что большинство оружия в ближайшие годы постепенно станет AI-оружием. Да? То есть мы сейчас уже это видим со скоростью развития военных дронов, и по мере того, как они становятся все более автономными, то есть сейчас они требуют еще операторов, это очень быстро изменится. И, конечно, войны будут воеваться большим количеством роботов с двух сторон, которые будут одни других атаковать, сбивать и так далее. Люди на поле боя в результате станут иррелевантны. Система управления этими дронами, система производства этих дронов, они станут самыми лакомыми, важными целями. Если себе представить, что одно из государств создало сверхмощный AI, который способен принимать лучшие решения, мгновенно анализировать ситуацию и действительно давать военное преимущество, то, естественно, разбомбить дата-центры, которые эту инфраструктуру питают, будет самой очевидной первой целью удара в таких конфликтах. Интересно, если следующая атака на Иран со стороны США будет, и союзников США, будет, когда они скажут: окей, от ядерки отказываемся, будем делать мощный military AI. И если это будет тоже поводом для того, чтобы их... Иран или не Иран, это открытый вопрос, но вот в каком-то виде это будущее, я думаю, более чем вероятно. То есть где-то, когда-то кто-то будет бомбить дата-центры, потому что в нем кто-то разрабатывает сверхмощный AI, возможно, без ограничений по разработке новых видов биологического оружия. Вот если представить, что такой Intel пришел в Америку и говорит, что где-то в какой-то стране мира, значит, тренируют нейронки, у которых нет никаких ограничителей на тему создания синтетических вирусов и биологического оружия, и цель этой нейронки, цель этой программы, очень быстро генерировать сверхмощное биологическое оружие, в тот же день Б-2 полетят туда бомбить, я абсолютно уверен. Что делать представителям творческих профессий? И правильно ли я понимаю, что чувствуется уже этот тренд на переход на работу руками? То есть то, куда AI еще не скоро придет, это электрики, сантехники, люди, которые умеют работать руками. Это одна из стратегий. Я например, получил сертификат йога-учителя и провожу уроки йоги каждую неделю, уже больше 2 лет. Мне кажется, тут и AI-агент, который на видеоуроке это делает. Я не очень серьезно к этому это говорю, как пример. Но на самом деле, тем не менее, йога-уроки на видео, йога-уроки с реальным живым человеком, который заряжает тебя мотивацией и энергией, разные ощущения. Все это знают прекрасно. Ты в спортзал ходишь с тренером или ты по видео занимаешься, на самом деле есть разница в мотивации. В интервальных тренировках нет. Наверное. Я плачу половину денег, которые я плачу тренеру, я плачу за то, чтобы он просто появился, и мне было стыдно не прийти на тренировку. И мне не стыдно забить. Но, отвечая на твой вопрос, я думаю, это очень важный такой глобальный сейчас тренд на то, как человечество из нужды в специалистах переходит на новый этап, где основной движущей силой будут креативные дженералисты. И под дженералистами я имею в виду понятие противоположное специалисту. Да? То есть специалист — это кто-то, у кого очень специальные знания, а дженералист — это general. На все руки мастер. Да, но если вспомнить, откуда все начиналось, то есть мыслители древние, они все были генералистами. Микеланджело, Леонардо да Винчи. Они могли рисовать, они были инженеры, они были мыслители, философы, совмещая в себе большое количество знаний, потому что тогда еще знаний, как человечество целиком, сгенерировало не так много. Догнать по разным дисциплинам передний рубеж знаний было достаточно просто в течение жизни. В среднем Исаак Ньютон придумал калькулус, по-моему, в 23 года. Ага. Подумай сейчас, сколько нужно лет, чтобы совершить какое-то открытие на переднем крае науки. По статистике, раньше 40 лет ты просто не успеваешь добраться до переднего края. То есть ты все это время просто учишься, чтобы прийти на передний край и, может быть, совершить какое-то открытие уже во второй половине своей жизни. Все изменилось. А AI теперь становится удивительным способом уравнить эту гонку. То есть за счет того, что у AI нету этой проблемы научиться до переднего края науки, в его памяти, в его сознании уже есть все знания. Если мы научимся правильно его оседлать,
но это в частности то, что делает моя компания, это попытка собрать все научные знания в одной, в кавычках, голове, и потом с этой головой совместно думать о том, как сделать шажочек вперед за край науки, да, придумать что-то совершенно новое. Так вот в этом мире то, что я называю креативными дженералистами, будут очень нужны, потому что они смогут специальные знания заменять или дополнять своими AI-сотрудниками или AI-партнерами, AI-коучами, AI-коллабораторами, называй их как угодно, но вот этими некими виртуальными агентами, с которыми вместе ты думаешь и двигаешься вперед. Веришь ли ты в восстание машин? Из твоих уст выглядит. Ты очень воодушевлен, это очевидно, и весьма заразителен, надо сказать. Но допускаешь ли ты, что такой вариант, что вот все, что сейчас происходит, может привести к тому, что машины будут главными, а мы будем прислуживать им? Это два разных вопроса. Давай разберемся по порядку. Первое. Восстание машин. Какие-то злые терминаторы, которые почему-то, значит, решают, что им надо воевать с людьми. Ну, стать главными. Вот конкретно восстание машин в виде, в котором люди представили себе, когда ты это сказал, нет, я в это не верю. Будущее, в котором AI становится главным управленческим органом человечества, таким оракулом или богом, который управляет всеми нашими процессами и нашим обществом лучше, чем большинство человека-правителей, более чем верю. Возможно, это будущее даже лучше, чем будущее, в котором люди продолжают управлять людьми. Потому что все, чему нас история научила, это то, что люди очень хреново управляют людьми. И даже самые лучшие люди, которые начинают управлять большими массами людей, становятся очень чудовищными людьми рано или поздно. Лучшие системы управления, которые мы придумали, они заключаются в том, чтобы не давать людям долго, больше 8 лет править. Поэтому если представить себе мир, в котором пробудился AI, он обладает сознанием вдруг неожиданно, и он сверхмощный интеллект, который по-настоящему может преследовать долгосрочные цели, не терять контекст, глубоко понимать и эмпатировать с его пользователями. Есть достаточно много классной фантастической литературы, где описан мир, где есть вот этот benevolent AI, то есть такой, типа, мы построили себе доброго такого бога, который умен, несравнимый с любым человеком, способен одновременно принимать миллиарды действий по всей планете и заботиться о человечестве, чтобы все вокруг работало хорошо и чтобы все были счастливы. Такое будущее возможно. И я думаю, что мы, когда боимся пробуждения AI, мы почему-то предполагаем, что по умолчанию человечество выживает. Вот без всякого AI. Что наше будущее в том, что мы продолжаем жить. Вообще, глядя на нашу динамику, я бы, честно говоря, поспорил. Вполне вероятно, что по дефолту человечество себя уничтожает рано или поздно, или погибает как-то глупо. И вполне возможно, что пробудившийся AI может быть наша единственная надежда на то, чтобы эту траекторию изменить. На то, чтобы изменить изменение климата, на то, чтобы как-то подрегулировать мир, чтобы не случилось ядерной войны. Я понимаю, что это все звучит очень футуристично, но вот чисто статистически, глядя на то, что происходило до сих пор, и как человечество всеми силами старается себя самоуничтожить, ну и планету вместе с собой, представить себе мир, в котором мы передаем контроль некому третьему субъекту, который не обладает нашими недостатками, при этом обладает сверхинтеллектом, ну, можно представить, что как-то можно построить систему, в которой, на самом деле, человечество окажется в лучшей ситуации, чем сейчас. Я думаю, что мы все очень боимся пробуждения AI, потому что мы сравниваем его с собой. А сравнивать его надо с просветленным Буддой. И надо не мешать AI достичь просветления. Тогда мы будем в хороших руках. AI может делать более-менее все лучше человека, но по ощущениям вот он не может чувствовать, очевидно. Значит ли это, что такая вещь, как человеческий опыт, будет премиальной валютой? Я думаю, что это испокон веков премиальная валюта. То, что мы называем жизнью, это в первую очередь способность ощущать жизнь. То, что мы называем жизнью, это в первую очередь способность ощущать боль, страдания и, наоборот, удовольствие, счастье, любовь. Мы, даже если ты посмотришь, что мы считаем живым и что мы не считаем живым, да, мы знаем, что трава и деревья более-менее живые, но мы к ним относимся так себе. Но стоит какую-то букашку найти, которая боится опасности или испытывает боль, мы это интуитивно чувствуем на уровне эмпатии, да, то мы сразу же относим к такому живому существу иначе.
Я думаю, что это просто то, как наш мозг эволюционно устроен. Да? Мы оцениваем себе равными тех, кому мы можем проимпотировать, что они также испытывают боль или счастье. И поэтому способность вот эти ощущения испытывать всегда была премиальной науки, валютой, просто мы, как люди, очень часто на нее забиваем и не уделяем внимания. Хотя это и есть самое главное. И большинство религий мира как бы об этом всегда говорили. Ну, типа, наслаждайся моментом. Ощущай жизнь. Сколько жизни в твоей жизни. Чувствуешь ли ты этот ветер сейчас? Или ты живешь в нарративе в своей голове? А нарратив в голове, ну, это вот такая же болтовня, как output LLM, большой языковой модели, которая пишет свои мысли в строчку по слову, добавляя следующее слово. И там рождается целая вселенная, какие-то понятные, интересные концепции и так далее, но они не живые. Да? Вот нет этого ощущения, что оно настоящее. А в нашей голове идет тот же самый нарратив, но в этот момент ты еще ощущаешь ветер на коже. И это делает нас с тобой живыми. Мы премиум-юзеры этой вселенной. И финальное. В чем сила? Я верю, что сила в любви, как бы это банально не было, это что-то, что выделяет нас как вид. Я думаю, вот это ощущение любви, которое понятно интуитивно любому человеку, это штуковина, которую очень сложно объяснить AI, сложно объяснить даже животным. Может быть, они ее испытывают любовь в каком-то виде, а может быть и нет. Но зато с каждым человеком, с которым говоришь, он в какой-то мере это понимает. А то, что понимает каждый вокруг, и это вызывает у них позитивное ощущение, это нечто, что позволяет нам, как человечеству, объединяться и совместно что-то делать. И вот мне кажется, на базе любви нам объединяться проще всего. А самый мощный на свете инструмент, который пока что все еще существует, до того, как у нас появился сверхмощный пробужденный AI, это огромные массы светлых и умных людей, работающих вместе. Мне кажется, что их объединяет вместе любовь, поэтому сила в любви.